Ну что ж, народ, начинается Mortal Kombat 1 Pro Competition, ивент East Coast Throwdown. Это, собственно, первый ивент из 4 оффлайновых ивентов в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition, Pro тура. Так. Ну и, соответственно, вчера был первый день из 3, сегодня у нас второй день. Сегодня будут отыграны оставшиеся пулы. 6 пулов отыграны были вчера, 10 пулов будут отыграны сегодня. Привет всем, добро пожаловать на стрим. 10 пулов будут отыграны сегодня и плюс топ-64 до топ-24. Вот так. Вот такая стадия. Стрим, который будет длиться, ну, что-то примерно около 12-13 часов. Так, вчера мы видели достаточно много сюрпризов, которые здесь прошли. И, собственно, сегодня, возможно, и другие сюрпризы. Пока что. И сразу же, смотрите, начинаются матчи. Это у нас Ларри против Йофемизм. Давайте ставочки попробуем поделать. Ларри против эфемизма. Привет, ребят, всем, добро пожаловать на стрим. Это у нас East Coast Throwdown. Первый из 4 оффлайн ивентов в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition. Итак, и сразу же начинается матч. Таня у нас тут, да? Что вчера интересно? Ну, относительно некоторые интересные матчи все-таки были, да. Закидывает пока что Ларри. Так, ну я надеюсь, слышно вам меня и звук игры. Всем привет, ребят, всем добро пожаловать на стрим. Пулы, это у нас группа D. Пулы группы D. Ой, серьезно, на мите пихает Йофемизм, что-то там. Так, Йофемизм играет за Таню, кстати говоря. Аверхед съедает сейчас Ларри 45. Ага. Горо. Да, Гор, пожалуй, лучшее, что было вчера. И сразу же фотоблоу всаживает Йофемизм. Это очень правильное решение для того, чтобы забрать раунд. Ну что ж, первый раунд за Фемизмом. Фемизм. Оп. К слову говоря, в этой группе... кстати, Йофемизм из Великобритании. В группе D, которая сейчас, кстати говоря, играет, Show-Off присутствует, Ацтек присутствует, Байс Джемини и Блэкбери, Китана Прайм, Разло. Такие игроки. В принципе, есть. В принципе, есть на кого посмотреть, есть кем повосхищаться. Хорошо, достает. Так. Да, далеко достает эта тычка, но тем не менее оверхедный скорпион не скомбился. Так, бросочек, конферм, да. Бросок Тани конфермится через камео скорпиона. Да, Таня, Аши, конечно. Ага. О, вейкап арморчик срабатывает у Ашры, и Ларри забирает раунд. Виде нет, не приехал из-за того, что слишком поздно они объявили про компетишн, East Coast Throwdown, надо там было заранее поездку планировать, и Виде об этом писал, что он не успел просто-напросто спланировать поездку. Понятное дело, времени ему не хватило, там регистрация заканчивалась через 2 дня после объявления про компетишн, а еще, ко всему прочему, еще и этот заканчивался, сам турнир начинался там меньше, чем через 2 недели. Аверхед блочит Йофемизм. Апперкот. Окей. Сразу в крутилочку впихивает свою. И бросок пропускает Ларри.
Все, заряжает ауру. Ух, делает, и армором поднимается эвфемизм. Арморным вот этим вот мувом. Да, на блоке он сейфовый, но есть же камео, которые могут засейвить. 1-0 в пользу эвфемизма. Йофемизма. Здесь же в группе также и Блэкберри. Здесь же в группе также и Китана Прайм. И Джемини. Напоминаю, что они пока что все бьются за топ-64. Немного сливаешься с комментаторами, но... Если сливаешься с комментаторами, надо комментаторов тише делать. Просто они, наверное, микрофон там выкрутили, что-то непонятно зачем. Так. Оп, закидывает проджектайлами, отменяет Ларри. Так, о, хорош. Есть конферм через гору. Я сейчас делал англоязычную трансляцию чуть тише. Ой, хорошо сантиэрил, но дальше нету конферма от эвфемизма. Армором поднимается в очередной раз. Мало того, что поднимается армором, так еще и комбит через гору. О, Б4. Найс. Ну что, забирает раунд Йофемизм. Йоу, напоминаю, что все матчи здесь до 3 побед. Привет, ребят, всем, добро пожаловать на стрим. Так. Оп, арморчик. Так, бросок рвет. Найс. Есть апперкот. Так. D4. Хорош. Крутилочка, чипует. Я бы сказал, пропускает Ларри, интересно. Не такой уж популярный чар Таня, скажем прямо. Но, тем не менее, у нее есть очень сильный мувмент. И некоторые игроки считают, что она весьма недооценена. И армором врывается. Армор, который комбится, ко всему прочему. И убивает, да. 2-0 в пользу Йофемизма. Неплохо. Армором машет туда-сюда. Машет своей палочкой выручалочкой. Гыр нет, не вылетел. Он вышел в топ-64 по лузерам. Ой. Хорошо, самым кончиком хитбокса достает Ларри 45-й. Ларри 45. Ларри. Помните такую игру? Про Ларри. Несколько серий игр, эротических квестов. И очередной армор. Ну, посмотрите, он только так арморами машет вообще. И Ларри ничего с этими арморами поделать не может. Куда полез? Сейф же. Так. Ой-ой-ой, инстант. Есть Этуэр и есть конферм через параллеру. И бросок пропускает. Ларри, по-моему, вообще не знает, что делать против этой самой Тани. Найс, Сантьер. Хорош D2. И, соответственно, матчпоинт для эвфемизма. Найс, хорошо. Кто вылетел? Да, тут особо никто и не вылетел. Единственное, что странно, этот Гыр вышел по лузерам. То есть он вылетел в лузера. Скар вылетел в лузера. Так. Закидывает проджектайлами. Не может подобраться никак Ларри. Лоу на мите. Хотел сделать. Аверхед заходит от Скорпиона. Точнее, от камео Скорпиона. Так. Последний удар съедает Ларри каждый раз, причем машет вообще безбожно им эвфемизм. Ну и что-то как-то не может ничего сделать. И очередной оверхед заходит. Господи, столько оверхедов залетает. Но есть же армор, которым можно подняться и убить, конечно же, при помощи Fatal Blow. Поэтому 3-0 в пользу эвфемизма. По-моему, Ларри съел все арморы сейчас. Это точно не тот Ларри, который из эротических квестов. Тот бы такое не стал терпеть. Ниндзя, Соник и Ревальд еще не играли. Их группы, их пул еще не стартовали. Но я думаю, мы их увидим обязательно.
Вчера отыграли только 6 из 16 пулов, сегодня отыгрывается оставшиеся 10, плюс пулы. Оставшиеся 10 плюс топ-64. Да, все армор жрет просто только так. Ничего не может с арморами поделать Ларри, 45-й. И, у него, кстати, никнейм ОМГ Ларри. Так, садится следующая пара игроков. Довольно быстро все это происходит дело. И инстант реплей. Ну, тут особо не на что, на самом деле, смотреть. Инстант реплей нам показывает фотоблок. Класс, вот это реплей, пацаны, да? Вообще, у инстант реплеев здесь какие-то они странные все. То есть вчера мы это отмечали, что они там показывают какие-то эпизоды по 3 секунды буквально, и не успевает глаз ничему зацепиться. Но в данном случае, видите, сколько арморов съедает. Нарезочка арморов. Удобно, когда армор не только поглощает ответный удар, но еще и комбится при помощи камео. Ну что ж, следующий матч. Сейчас посмотрим, кто это. Дадут нам соответствующие надписи, наверное. Нет у них ни одно, конечно, игровое место на всех. Потому что большинство матчей все-таки отыгрывается вне стрима. А это у нас шоу-офф. Generation Game против шоу-оффа. Этот самый Generation Game, он уже прошел Рико и вышел на шоу-оффа. Делайте ваши ставки. Ну, в данной ситуации шоу-оффа можно считать, в общем-то, фаворитом этого матча конкретно. Но мы уже вчера видели, сколько фаворитов просто отлетало от, казалось бы, не таких уж и известных игроков. Надо понимать, что игра свежая, еще Mortal Kombat 1 нету и месяца, и, соответственно, иногда не все фавориты тут тащат. Но, тем не менее, Баракинского мы видим. Барака плюс Айрекс равно очень много дамага. Понятное дело. Шоу-офф, игрок на Кенши. С двойкой напрыгивает сейчас Generation Game, но почему-то не конфермит дальше. Однако конферм с броска есть на 20. Ага. Просто так отдал. Паниш! Ой-ой-ой-ой-ой. Как шоу сейчас ошибается. И есть паниш через 2-1 от Generation Game. Нет у него Сайрекса, поэтому заканчивает он так камбулинку. Так. Оп. И достает Сенто шоу. Ага. Пожонглируем. Сорокет снимает и армором поднимается сейчас Generation Game. Еще метр. Зачем-то второй метр еще влил. Не очень понимаю логики Generation Game, но тем не менее убивает он все-таки. Барака есть барака, и дамаг есть дамаг, как говорится. Причем очень весомый. Раунд за Generation'ом. Апперкот, как антиер. Армором поднимается и набейтил уже на это откровенно шоу-офф. И, конечно же, паниш. Достает Сента и погнали. Скар в лузерах. Ой-ой-ой. D1, D4 и оверхед F3. Все, поблочил шоу. Ой-ой-ой-ой, чуть-чуть дропнул шоу, и сразу же армором врывается Generation Game. Бросок вперед. Так. Ох, еще один арморчик. И B3-1, но перебивает шоу. И найс, раунд он забирает. Что-то мало Сайрексов. Да.
Больше сайрексов, королю сайрексов. Ага. Так. Не тратить метр. Generation Game. Оп. Ой-ой-ой. Найс. Заходит от Generation. Ой, Generation шоу-оффа. И армор перебивает двухударником. Тут даже армор не поможет. Надо терпеть, надо просто терпеть. И еще раз армором поднимается Generation Game. И, конечно же, должен убивать шоу-офф. Безусловно, 1-0. Очень много поднимается Generation Game своим арморным чоп-чопом. И еще и фаталити делает шоу для того, чтобы неприятно было барак убрать. Один бой, одно фаталити. Запомните это правило на турнирах. Нет, ниндзя-килла еще не был, но он будет. Ну, потом. Сейчас еще не его группа пока что идет. Кстати, в этой же группе Ацтек играет, между прочим. Ой-ой-ой. Не заинтерил. И Б1 заходит от Generation Game. Есть конферм. И тут Саракет снимет. Сайрекс! Но подзапорол сейчас. Итак, Саракет, но он еще должен был на вниз на Z1 поймать. Ну, он, в смысле, баракинский. Так, D1, бросок, нет, бросок назад рвется. Однако Сента все равно, оп, оборот бросок вперед. Нет, не порвал шоу. Обычно просто все бараки, ну, бросают назад, из-за того, чтобы скомбить с Айрексом. Ага. D1, бросочек, и снова рвет. Хорош. Ждал эту напрыжку. И армором поднимается Generation Game, за что шоу-офф наказывает. И оверхед заходит от шоу-оффа. Еще раунд в его пользу. Все, начинает читать просто Generation Game как открытую книгу, потому что Generation делает все одно и то же. Просто повторяется. Ага. Так. Ой-ой-ой, Лоу пропускает Generation. И вот он прессинг от шоу-оффа, рвет бросок в очередной раз. Антиэр, конечно, ждал этой напрыжки. Паниш, хорош. Отличный микродак. И наказал. Брейкер вынужден отдавать Generation. Ой-ой-ой. Подрыв. Так. 2-1. А где же конферм? Нету конферма. Так. Миксует бросочками. Очень, так сказать, бедно играет Generation Game. Так, за сейф. Есть сейф. D1. И бросок вперед. Пам-пам. Хорошо. Чиркнул сейчас шоу. Заряжает Сента. И паниш. Да, снова набейтил на этот арморный чоп-чоп. И убивает шоу. Ага. Ну чё, фаталити номер 2. Почему-то не удивлен нисколько. Но явно видно, что Generation Game очень однообразен в своих действиях, не может никак подобрать ключи своему оппоненту. Ну, понятное дело. Шоу все-таки куда более опытный игрок. Постреливает пока что Generation. Оп. Почти зацепил двойкой воздушной. Так. Паниш. Да. Заряжает Сента и погнали. Веселуха Сента. Тан-тан-тан. 46% снимает, и это еще он плохнулся последним мувом. То есть там под 50. Ага. Бросочек вперед. И метр тратит. 2 барометра потратил Generation Game. Смотрите-ка, чтобы скомбить бросок вперед. Так, хорошо, D1 перебивает. Прессинг, аверхед F3, но поблочил, тем не менее. А вот Лоу не поблочил Generation Game. Ага, ага. Бам! Найс. Просто с двух сторон бутербродиком зажали Кенши и Сента. Прямо как в какой-то порнографической новелле. Оп, взрывает. Интересное решение от бараки. Матчпоинт, между тем, для шоу-оффа. Мити тут же пихает. Так, осторожно пихает шоу-офф, ну, потому что ожидает все-таки чоп-чопа. Вейкап чоп-чопа. Так, так, машет.
Сейф. Оп. Ой-ой-ой, хорошо достал сейчас шоу. И конферм. Сента дропнул, но не страшно. Сента ведь не пропал от этого. Угу. D1, хорошо, сбивает Generation Game. Ну и что, последний шанс? Да не тут-то было. И это смерть. Бам! Бруталити. Нету бруталити. Ну и таким образом 3-0. Уверенная победа шоу-опа и фаталити очередное. 3 боя, 3 фаталити. I love the cameo fatals because they're so like straight and to the point. Like, man, these normal character fatals are just like so over the top. I mean, that's great in its own sense, but I like the quick ones. Я в Devil May Cry не играл, чтобы ты понимал. Я читал божественную комедию Данте Алигьери, но я не очень люблю, когда над божественной комедией великим произведением так издевается и делает из этого какую-то видеоигру там и аниме там или что-то типа того. Мне это не очень нравится. And apply in your own gameplay is how do I adapt? How do I recognize habits? And K7, of course, with the best of them. As you can see here, that first round did go to Generation Game. Ну что ж, друзья, так. Идем дальше. Vice Gemini. Следующий бой. Встретится он против Аквамейна. Не путать с Акваменом. Vice Gemini, конечно же, мы знаем этого персонажа, скажем так, этого игрока. Кто такой Аквамейн, этого я, к сожалению, не могу сказать, потому что не знаю. Но тут повтор особо нечего смотреть, потому что очень уверенная победа. We are gonna have Wise Gemini versus not Aquaman, Aquaman. And if you guys want to follow along at home, Aquaman. Very easy to find. Start.gg/ECT23. ECT23 should get you that bracket. Естественно, Wise Gemini здесь является однозначно. Huge shout out to East Coast Throwdown for just providing this incredible event. Однозначно является фаворитом конкретно в этом бою. Не понимаю, чем тебя смущает от Данте. От Данте это как раз таки составляющая божественной комедии на самом-то деле. Да я не против заимствования и так далее. Мне просто не нравится, что именно заимствует божественную комедию. Причем не берут самую суть божественной комедии. А самого автора Данте превратили в какого-то аниме мальчика, там, не знаю, прилизанного с пистолетиками и мечом. Привет, Саш. Чуть припоздал. Ну, ты самый малость припоздал. Здесь буквально 2 или... Так, раз, два. 2 боя мы увидели. А так, только началось. Как ни странно, божественная комедия Данте, она не имеет какого-то прямого отношения к Библии, на самом-то деле. И, как ни странно, в нем больше такое, ну, относительно сатирическое, так сказать, повествование. В том плане, как наоборот, Данте, он как бы, когда создавал эту самую божественную комедию, он издевался скорее над религией. На начале? Так это и есть начало, Саш, ты чё? Я вот, как они запустили стрим, я свой стрим сразу же запустил. Это вот, это как раз таки начало, мы с самого первого боя сидим здесь. Это 3-й или 4-й бой. Ну что ж, поехали, Vice Gemini, смотрите-ка, на Хавике. И сразу же ему дэв-кик влетает от Аквамейна. Мейн, Аквамейн. Оп, оп. Есть конферм. Ага, вот так вот, значит, да?
Непонятно. Чекал не было тебе. А где ты чекал, Саш? Турнир начался 35 минут назад. Я запустил стрим 35 минут назад. Опа! Что такое? Просто, блин, что за отключение? Эй. Эй. Саш, где ты чекал-то? Еще раз повторяю, турнир 35 минут назад начался. Я 35 минут назад включил стрим. Ну что, камбэк от Вайс Джемини? Да. Потолбло он тратит. Так. Ой-ой-ой, пока спешл, да. Арморчик, не надо забывать, что он на 2 удара идет. На 3 удара, извиняюсь. Так. Ой-ой-ой, перебивает Вайс Джемини. Хорошо. На самом деле Хавик недооценен. Недооцененный персонаж. Он на самом-то деле... Ой-ой-ой, это unblockable. Ага. И все, смерть. Это хороший тех, вот с этим вот, с этой привязкой у Хавика. Напоминаю, что это unblockable, но жрет она 2 метра. Ну, то есть достаточно жирная тема, зато гарантированная абсолютно. Саш, где ты чекал? Еще раз спрашиваю. Так. Хорошо, начал. Ой-ой-ой, посмотрите. Путсис что-то подключил Вайс Джемини и завифанишил. Все, прикручивает. Unblockable? Да. Бам-бам-бам. О, господи. Ничего не может с этим unblockable поделать Аквамейн. Так. Хорошо, есть конферм. И тут же прессинг. Ой-ой-ой, что-то как-то все плохо у Аквамейн. Да что? Да ты чё? Ну, ребят, я не знаю, что происходит. Почему отваливается все? Блин. Простите, пожалуйста. Сейчас. Дай. Так это не у меня проблема, оказывается. Что-то у них там это... Хьюстон, у нас проблемы. Что-то отваливается постоянно. Не, Саш, ты можешь проверить, как бы... Проверь. Я с первого боя стримлю. Как бы, проверь. О, хорошо. Посмотрите, дайвкик сбивает сейчас Вайс Джемини. Так. Ага, сетапчик. Оп. И все, это смерть. А, нет, не смерть. Брейкер был все-таки у Аквамейна. Так. Антиэр. Очень смело так антиэрит Вайс Джемини, я смотрю. Паниш. Опоздал с панишем Аквамейн. Air-to-Air выигрывает Вайс Джемини, но это, конечно же, смерть должна быть. Оп. Пиксель остается. Ну, начипуй. Подъехал. Слайдом, да. Такое себе решение, конечно. Хорошие поки, хорошая дистанция. У Хавика в целом это персонаж... Не надо забывать, что это единственный персонаж, который имеет за 1 метр 3-арморный спешл. Очень медленный, но 3-арморный. Так. Оп, хорошо, заморозочка, но... Пацаны, нет ничего невозможного для Сайрекса. Сайрекс, пострахуй, есть шеф! Па-па-па-па-па-пам! Ты конфермил Вайс Джемини. Ага. Так. Все, закидывает проджектайлами Вайс Джемини. Говорит, как бы, хочешь позониться? Ну, давай позонимся, что у меня есть проджект. Ой, ансейф! Брейкер отдает empty jump и... Оу, дропнул сейчас комбулинг у Вайс Джемини, наверх это заходит. Ага. Сайрекс, есть шеф! Да. Ну, как так. За здравие начал Аквамейн, но пока что что-то печально становится все.
Сарина. Так, есть конферм. Оп-оп. Хорошо. Найс. Отлично. Есть дамаг. Армор, армор. 3 удара. Заарморил сейчас. Вайс Джемини. Так. Просто сквозь этого клона проходит своим трехударным армором Вайс Джемини. Ага. Так. Оп. Хорошо. Задропал, ну и за этот дроп, конечно же, наказание прилетает. Брейкер отдает. Аквамейн. Так. Пам-пам. Ой-ой-ой, и все, это смерть ФБ? Конечно, конечно. Ну что ж, уверенные 3-0 в пользу Вайс Джемини. В общем-то, ничего удивительного не произошло. Бам! Окей. Хорошо. Что ж. Вайс Джемини уверенно забирает этот бой, выходит дальше против Дейты. Как-то так его никнейм читается. Ну что ж, интересное дело. Так, Блэкбери, между прочим, проигрывает свой первый бой Флафу. Удивительно. Усиленный захват Сайрекса, ну, как? Во время захвата нажимай кнопку усиления и все. Ну, у тебя 2 метра должно быть. Этот захват, усиленный захват Сайрекса жрет 2 метра, 2 барометра, а не 1. Так что, это, ты проверь, чтобы у тебя 2 метра было. А ты как хотел? Спал? Нет, я не спал, ты чё? Какой спал, если там буквально через час после сингапурского турнира начинается уже East Coast Throwdown? Да, в трене 1 метр. Ну, я так и понял. Обычно так и происходит. Но в этой группе, конечно, Вайс Джемини должен однозначно победить лидером. Так, синьки, это кто у нас? Что это за люди? Это у нас Ромка! Роман против Плюрармайта. Ну что ж, кто такой Роман и кто такой Плюралмайт, я не знаю, конечно же. Но этот самый Плюралмайт уже победил Лупи, а Роман... Для Романа это первый бой. Привет, ребят, всем привет, всем добро пожаловать на стрим. Рома! А, ну и тут еще, кстати, ацтек ведь есть. Ну, в этой группе. It happens when you make such a fun game to play. Like Mortal Kombat 1 is a very fun game to play where you can, you can play how you Very fun game. Очень фановая игра. Комментаторы тут отвечают. Сейчас посмотрим, за кого эти люди играют. Что это за Плюралмайт и Роман 22 секунды. Probably my favorite Mortal Kombat. Okay, let's see. We're gonna ask you again in a year. Let's see. Does Injustice count? I know you О, что такое там? Injustice I paused my is game. definitely up there. Я паузю мою игру. И свинка нарисована с джойстиком в руках. Oh yeah, that's it. Hey. Ну, Саш, да, тут видишь и Street Fighter, и Mortal Kombat. Это я еще Tekken не захватываю, потому что Tekken одновременно со Street Fighter идет, а праздник. Вчера, как ни странно, на стриме мы увидели всего одного Бараку, и он проиграл. Сегодня, сколько интересно, сегодня Барак будет. Look, they're digging in deep. They're like referencing everything in this game. Like there's something for like, and there's so many different ways. Ну что ж, а вот это больше похоже на правду, Джонни Кейдж. А то, понимаешь, каких-то тут хавиков берут,
Понимаешь, каких-то тут Сабзир берут. Вот это настоящий персонаж, Джонни Кейдж, родной. Чарик с бесконечным прессингом, с бесконечными плюсами. Вот это надо, вот это надо. Ну, конечно, душно вчера смотреть было, а что ты хотел? Пока спешл от Рейдена, это волшебно. Так, пришел судья, что-то настраивает xbox-овский контроллер, я смотрю. I guess they gave him like too many good things. They're like, he can't have projectiles too. Like, no, that's too good. But has all these other things. The most wake-ups in the game, if I'm not mistaken. I mean, yeah, definitely. You have пока two настраивают different они. routes there. Do you remember in the video Побольше рейденов берите. Ответ на вопрос. My goodness. I need help. Как говорится, ответ на вопрос — это были ее глаза. Я читаю рэп для таких, как она. Погнали. Вторая Таня, как ни странно, сегодня на стриме. Лалка. Ну ладно. Бам. Поехали. Plural Might. Ага. Ага. Потыкивает немножко Plural Might. И... Смотрите, шадоу-киком поднимается Ромка и сейвится при помощи Сайрекса. И вот он прессинг. Сейчас на плюсах провернет. Так. Пам-пам. Та-та-та-та-та. Наверх пропускает Рома. Рома! Ты куда-то не туда летишь, Рома! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, в контрхит залазит Плюралмайт и должен забирать раунд. Конечно, все непременно. И меняет сторону, ко всему прочему. Есть вифпаниш от Плюралмайта, но брейкер отдает Роман. Оп. Он просто тычет и каждый раз в контрхит попадает. Роман, что-то ты как-то неаккуратно сближаешься, а? Ну, друг, ну это вообще неприлично пропускать столько много одной и той же тычки медовой. Так, мид, поехали. Давай. Ага. Сделай что-нибудь. Та-та-та-та-тан. Хорошо. Как достал на фуллскрине сейчас Plural Might. И таким образом 1-0. Очень уверенно. Чилийцев здесь нет. Так. Та-та-та-та-та. И тут же армор, да? Вроде бы у тебя минус, но я же могу армор пихнуть. Правильно, правильно. Который комбится. Правильно, правильно. Оп. Гора, помоги. Есть, мэм. Так. Угу. Использует ауру сейчас. Plural Might. Господи, ну вообще видно, что Роман совершенно не знает Таню. Так. Ой-ой-ой, еще один мид, но дальше не продолжил в крутилку. Уже не стал наглеть слишком сильно Plural Might. Так. Ну давай, крути. Крути. Крути свою машину. Д1. Поки. Жмет в углу. Д1 еще. Оп. Ну что, выбирается наконец-таки Роман. Крути, кудесник, свою машину. Можно было на самом деле запанишить, кстати. Ну, догнать на паниш. Лоу. Хорошо. Та-та-та-та-тан. Убивай. Да? Да. 2-0 в пользу Plural Might. Дырка под камео. Главное, что под камео была дырка, а то жидкость не туда будет сливаться. Ой-ой-ой, вив-паниш есть. Гора. Ага. Хорошо. Все, заряжает себе ауру. Plural Might. Так, так. Пам-пам-пам. Хорошо. И тащит в угол.
Корнер кэрри очень далекая. Использует ауру. Угу, снова меняет сторону Plural Might. Ну, видно, что Плюр уже так развлекается. Еще и Перри использует. Вы посмотрите, Роман уж потерялся от такого Перри наглого. Что ж, Таня, знаете, вызывает все эти светящиеся руки, она словно Шива. Многорукая. Ну, не в смысле Шива персонаж Mortal Kombat, а в смысле Шива бог индийский. Ик. Но это грустный Джонни Кейдж, потому что он совершенно ничего не может поделать, если честно. Он совершенно не знает Таню, это же видно. F4 заходит наконец-таки Роман. Так, сейф, плюс и бросок. Почему-то назад, ну ладно. D1, ага. Отошел, отбэкдэшился и наказал Plural Might. Дотащил до угла. Ой, еще и лоу. Конферм. Есть конферм через гору. Ага. Ой-ой-ой, ФБ на вейке. Да. Хорошо. Перри ФБ сработала от Романа. Решил, ну, слишком поторопился, по-моему, Plural Might. Бам! Так, чуть-чуть хп у Plural Might остается. Так, чипует. Ой-ой-ой-ой-ой. И, возможно, кстати, в чип убил. Вполне возможно. Сетка все-таки чип сносит. Ну, такой неплохой, нормальный. Оп, Брейкер отдает сейчас Роман. На сетке перешел. Вив паниш, конечно, от Plural Might. Не рассчитывает дистанцию. Ромка. Ой-ой-ой, кросс-джамп. Ага, ага, та-та-та-та. Господи. Так, когда вот так тычет этим медом, этим медовой тычкой Plural Might, ну, Роман совершенно не знает, что делать. Ну, на чипу уже победу, что тут. Просто D1 пока спешл. Ну, там был бы гарантированный чип, Гора помог бы. И, соответственно, Plural Might забирает этот бой достаточно уверенно. Роман спускается в лузера. 3-0, 3-0, 3-0, пока все эти бои идут 3-0. Никакой интриги мы не видим. В общем-то, оно и понятно. Пулы все-таки. Не надо забывать, что East Coast Throwdown здесь собрал 300 участников Mortal Kombat 1. Вот так-то. И поскольку этот турнир, ну, по Mortal Kombat 1 идет в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition, то он тут добавляется 10 тысяч баксов от Ворнеров, ну, в призовой фонд. Так изначально 3000 долларов, потому что 300 участников, но добавляется еще десятка. На топ-16, кстати. В пулах все, Саша, вообще в пулах всегда были лузера. То есть, какой турнир не возьми, на всех всегда в пулах есть винера и лузера. Если ты как бы в лузера упал, а разок на любой стадии, ну все, иди по лузерам до талого, пока до гранд-финала не дойдешь. Так что это вполне нормальное явление. Итак, я так понимаю, что сейчас мы будем смотреть матч шоу-оффа против Космика. Победитель сколько выигрывает? Ну, не знаю, там сколько. От 13 тысяч, если на топ-16, там, не знаю, 5 наверное. Ну что ж, шоу-офф против Космика, это уже матч за выход в топ-64 по винерам, соответственно. Сейчас, я так понимаю, мы будем смотреть 4 матча, которые за выход в топ-64. Посмотрим. Космик, он убрал Сайза, убрал Гуамакуна, Шоу-офф, в свою очередь, убрал Generation Гейма и Груффи. Все 3-0.
Definitely. It's a hard luck life. It could also be Tanya, as good as she is a very underutilized character. I was honestly surprised. На удивление, знаете, первые матчи и уже две Тани мы увидели. Yes, literally. So it could also Вообще be Таня, like maybe да, the shock это of тоже как бы unfamiliarity персонаж, is ну, also making, you know. немножко Yeah, and недооцененный. there's not too many characters Почему-то ее that немножко play так like that, the way Tanya недооценивают, does. но, в общем-то, она сильный Astra a достаточно little чар. bit, but А в I этой feel же like группе, Astra, напоминаю, the Китана match Прайм, range но isn't что-то у него as там матч much as стоит и не Tanya. отыгрывается And вообще I никак, feel то like- есть непонятно, I feel может, он like, и не you know, приехал, Tanya can really cover a lot of things. Definitely can. поэтому про But Китана we are Прайма going to ничего take не a short могу break, сказать. guys. Huge shout out to NRS, huge shout out to the whole Pro Tour at ECT, the bracket runners, everybody. We are taking a short break. Don't go anywhere. Но We're перед coming тем, right как back with some more продолжить, Mortal Kombat. они уходят на перерывчик. You have destroyed worlds. I have erased whole timelines. Finally, a worthy challenge. На Омнимена смотрим. Так. Напоминаю, что здесь 16 групп. Из каждой группы выходит по 4 человека. То есть двое в винерах, двое в лузерах. Соответственно, составляет сетку топ-64. Топ-64 будет отыгрываться сегодня. До топ-24. А топ-24 и уже оставшиеся матчи завтра. То есть таков план. Приготовьтесь к тому, что стрим сегодня по Mortal Kombat будет идти ориентировочно где-то 13 часов. Так, у нас получается сейчас вышли, ну, на последние матчи свои Show of Cosmic, Plural Might, Mike Metroid и Fluff. А вот Китана Прайм, кстати, отыгрывает все-таки свои матчи. Вот вижу сейчас. Есть такое. Ну ладно, перерыв. А что вы так удивляетесь? 12-13 часов. Ну, по расписанию 12,5 часов. А, ну, наверное, по факту еще опоздает на полчаса, на час. Топ-64 сегодня. Сегодня матчи до топ-24 идут. Топ-24 уже завтра. Кстати, на Флафа, скорее всего, выйдет Китана Прайм. Таня это Таня. Пускай становится кем хочет. У нас свободный мир. Соответственно, люди могут становиться теми, кем захотят. Даже если эти люди всего лишь персонажи каких-нибудь видеоигр. Вот сеточку я скинул. Нет, я не спал. А когда мне было спать? Я вот отстримил 9 часов Street Fighter 6. Потом вот через час начался Mortal Kombat. Вот теперь стримлю Mortal Kombat. Че, когда мне было спать? Это все началось на самом деле еще вчера. То есть, получается, в пятницу начался сначала Street Fighter 6 оффлайн сингапурский первый день я отстримил. Потом сразу же начался East Coast Throwdown первый день, я его отстримил. Потом после него сразу же шел
это без перерыва, шел второй день оффлайн Сингапура, я его отстримил 9 часов. И после него, спустя час, сразу же второй день East Coast Throwdown. То есть они подряд идут, потому что East Coast Throwdown проходит в Америке, а оффлайн сингапурский проходит в Сингапуре. И поэтому один заканчивается, второй начинается и так далее. И я все это стримлю. Так что я уже не спал больше суток. Ну а впереди еще как бы вот этот второй день он закончится. И после того, как закончится вот этот 13-часовой стрим, буквально через 2 часа начнется третий день, финальный оффлайн сингапурский. И мне его еще надо рестримить. То есть я его еще буду рестримить. А потом, сразу после него, после его окончания, третий день, финальный East Coast Throwdown. Ну а что, если они, видите... Я изначально, на самом деле, ну, как бы не рассчитывал стримить East Coast Throwdown, именно потому что, ну, как бы хотел на сон это дело потратить. Но в итоге поспрашивал народа, народ сказал, что, ну, надо бы рестримить, все-таки это Pro Competition, топовые игроки, там, Sonic Fox, там, все дела. Вот, ну, я и подумал, что, ну, ладно, будем рестримить, значит. Ну что ж, мы возвращаемся. Перерыв закончен, друзья. Так, перерыв закончен, мы возвращаемся. Сейчас у нас, получается, будет, скорее всего, матч шоу-оффа против Космика, потому что он, по крайней мере, готов. Plural Might ждет своего оппонента. Ацтек почему-то не отыгрывает свои матчи. Майк Метроид ждет своего оппонента. Скорее всего, это будет Вайс Джемини. Флав тоже ждет своего оппонента. Скорее всего, это будет Китана Прайм. Вот. Как ты ждешь? Как ты держишься? Ну как? Так и держусь. K7 making waves online, but mostly offline. Стараюсь. Очень много кофе пью. Очень много. Прям, вы не представляете, сколько. Но задача 3 суток отстоять полностью без сна, а потом еще на работу пойти после этого. И еще на работе 2 суток надо отстоять без сна. То есть задача такая. Ну что ж, поехали. Шоу, Космик, Джонни Кейдж, Кенши, очередной Джонни Кейдж, очередной Кенши. Ну, в общем-то, ничего удивительного, естественно, поехали. Ой-ой-ой, нейтрал джамп. Так, и Сента заряжает. Поехали. Каруселька от шоу-оффа. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Найс. Есть 400 почти что. И здесь уже никак не лезть. Лоу пропускает. Мид пропускает. Космик. Ну, наконец-то врывается. Ну, конечно, очень много потратил хп. Так. Но в ближайшее время не будет у Кенши возможности сетапить свой Сента. Так. D1. Оп. Лоу. Так. Ага, плюс начипует. Хорошо, очень. Смотрите, как шоу-офф долго прямо терпит это все непотребство. Еще и флоу сблоки фигачит, чтобы чип не съедать. Так, D1. Нет, еще один. Так. И броском дожимает шоу-офф. Удивительное хладнокровие проявляет шоу-офф. Не разваливается под этим прессингом Джонни Кейджа. Плюсовым. Так, бросочек. Пам. Хорошо. Так. Убирает. Интересное решение, ну, для шоу-оффа, в том плане, что он ставит себе этот... есть вип-паниш при помощи джеба на вейкапе. Он ставит себе щит ледяной зачем-то. Ведь прожектайлов-то нету у Джонни Кейджа. Так. Вообще странно видеть, на самом деле, в игре Джонни Кейджа, у которого нет прожектайлов. Так. Лоу. Все поблочил. Так. Брейкер не отдает шоу.
А сейчас? Да, сейчас отдает. Все. Но это все равно территория одной комбы для шоу-оффа, потому что готов фаталблоу, и брейкера нету у Космика. Лоу! Ой-ой-ой. И все-таки F4 врывается Космик и забирает раунд. Такой спокойный бой. В целом. Битва за инициативу. Найс. Теперь. Оп, Перри. Повелся шоу. Повелся. Ага. Хорошо. Так, сетапчик. И стагер использует. Ой, что это было? Космик. Ну, Разнестар какой-то нелепый, не в ту сторону улетел, не туда. И за это, конечно же, поплатился он тут же. Да, эта ошибка может стоить ему боя сейчас. Так, засейвил Shadow кик. Ага. Так, Сента исчезает. Все. Закончился. Оп. Есть конферм. Последний удар промахнулся у Космика, но брейкер отдает шоу. Так. Хорошо, и да, Космик забирает первый бой. 1-0. Неплохо. Ну, понимаю, что организм такое не простит, и знаю, тем более в моем-то возрасте. Но что поделаешь, такое придется. Придется потерпеть. Но надеюсь, что не откинусь во время стрима. Оп. О, хорош, отличный бэкдэш сейчас был от шоу-оффа. Так, Сента сетапит, но с шадоу-киком подъезжает Космик, посмотрите. Знает, куда деваться, и... хорош. 2 метра. Не постремался отдать Космик. Так, так. Та-та-та-та-та-та-там. Лоу. Пускает. Ага. Трейд. И бросок. Все, рвет бросок тут же. Шоу-офф. Вив-паниш, конечно. Ошибается сейчас Космик. Сетапит Сента. Шоу-офф. Ага. Ага. Вот этот вот... Ой-ой-ой. Ой, на дурачка хотел развести. Ага. И чуть-чуть хп остается у Космика. О, господи, вот это подъехало. Но апперкотик. Подъехал этот шадоу-киком Космик. Back throw, stabbing him right through the back, right through the spine. Wake up, nut punch into the Cyrex to keep the pressure going. Оп. Сеточка стреляет. Ой-ой-ой. Джампинг-кик пропускает, казалось бы, на ровном месте шоу-офф, и брейкер отдает. Кстати, Сабзира это более привычный все-таки камео-чар для Кенши. Несмотря на то, что, ну, например, Скар брал для Кенши Сайрекса. Так, нету облока, бросок рвет, тем не менее, достаточно стабильно шоу броски, точнее. Ага. Оп. Та-та-та-та-та-та-тан. Еще Сайрекс, чтобы прессинг Джонни Кейджа стал еще более прессинговым. Ужас. Так. Сеточка. Никуда не торопится. Тем не менее, шоу. Устраивает его такая дистанция. Так, D1. Ой-ой-ой, Мит F4 заходит от Космика. Вот посмотрите, как же он прессит своего оппонента. Лоу пропускает шоу. Бросок. Метр, да, вливает. И брейкер будет использовать шоу. Он решил потерпеть. Не стал брейкер делать. Так, сейф. Ага. Так, так. Господи, сколько терпит шоу сейчас, сколько терпит. Обратите внимание, он делает флawless блок, чтобы не терпеть чип-дэмэдж. Но это же Кенши, он может камбэкнуть даже с такого. Потому что есть Сента. Вовремя сделал сейчас ледяной щит против сетки. Так. Не достал.
Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Но нет, брейкер был у Космика. Брейкает фаталблоу. Так, ах, чуть-чуть не доконфермил шоу. А почему Сайрекса бы не использовать? Космик, непонятно. Но тут уже 1 секунда оставалась. И просто на таймер сыграл Космик сейчас. Просто на таймер. 2-0. I feel like most players would have saved their energy for the next game. I would say this if this set continues to go down in this trend, I would consider this an upset. You know? Ага, Шоу поменял на Сарину конёва персонажа. Такой Сабзира какой-то бесполезный. Оп, Сарина. Напоминаю, одиночный проджектайл Сарины очень хороший. Несмотря на то, что хай, он очень быстро кулдаунится, рекаверится. Шадоу-кик ансейфовый подъезжает. Йола Шадоу-кик. Хорош, паниш от Шоуфа, найс. Так, так. Все, Сента достает и поехали. Лоу пропускает Космик. Подропал, к сожалению, Шоу. Лоу. Так. Пиксель остается, но тут уже в чип просто убить. Сента это позволяет, он много чипа может нанести. Покает своим D3. Шоу. Ага. Та-та-та-та-та-тан. Так, D1. Окей. Засейвить, да, засейвил. Вот так вот прессинг превращается в какой-то вечный, какие-то вечные тычки от Джонни Кейджа. Так. D4 достал, так, достал Сарину, между прочим, но брейкер отдает Шоу. Еще сетка. На сетке он прям активно нажимает Космик. Еще ни разу, правда, не попал в хит, но тем не менее. Бросок рвет Шоу. Оп. Так. Аверхед. Нету облока. Ой-ой-ой. Кантер-хит заходит все-таки в Космик. Так. Хорошо, перебивает Сайрекса, но брейкер отдает. Тем не менее, Космик. Так. 10 секунд. Здесь не хватит времени Шоуфу. Не хватит. Тут уже ничего не сделать. И прекрасно это понимаю. Ау! Вот это да. Казалось бы, ничего не сделать, но фаталблоу-то было у Шоуфа, и он лайфлит сейчас перехватит. Так, ну что, теперь Космику надо что-то делать. А поздно, 2-1. Таун сделал. Ну что ж, отыгрывает Шоу в один бой, по крайней мере, 2-1. Так. Оп, закидывает проджектайлом. Отстреливается Шоу периодически, видите. Сарина самый такой простой, понятный персонаж. Не надо забывать, что Сарина, ко всему прочему, добавляет плюс 50 хп. Оп. Йола Шадоу-кик. Рано или поздно Космик его делает. На предикт машет сейчас Шоу. Так. D1 перебивает. И угол. Что очень хорошо для Космика. F4 врывается. И вот она, его стихия. Это же Джонни Кейдж.
Ага. Ой-ой-ой, пропускает шоу-офф, и брейкер вынужден отдать. Так, D1. Оп, оп, оп. Сейчас дамачок будет. Ага. И да, этого должно хватить, чтобы убить. Конечно, хватает. Дважды Сарину он использовал. Удобный, понятный камео-персонаж. Сарина. Так. Угу. Хороший конферм от Космика. Так, найс. Оп. Закидывает проджектайлом. Ох, достает. Хорошо. Найс. F4. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как еще и закомбил сейчас этот Космик. Так. Лоу пропускает Космик. Ага. Один просто... Так, подошел шоу в паниш. Ага, шадоу-кик. Все-таки в блок попал, но брейкер отдает. Тем не менее, подстраховался брейкером Космик. Ой-ой-ой, мимо бросок. Так. Ситуация очень и очень близкая. Так. Один. 10 секунд остается. И найс, блок. Ой-ой-ой, и это еще один камбэк. Да, и это еще один камбэк по таймеру от шоу-оффа. 2-2, просто жесть. Лалка. Не дотерпел Космик. Ага. Удивительное дело, смотрите, 2-0 проигрывал шоу, но вот как же он упорно принимает эту игру с таймером и поворачивает ее против самого Космика. Ну что ж, поехали. Решающий бой. Хорошо, мид заходит и тащит до угла своего оппонента Космик. Ой-ой-ой. Найс, хороший вивпаниш. Чуть-чуть промахнулся так Космик, не рассчитал дистанцию. Оп. Отличный антиэр. Ой-ой-ой, кросс-джамп-кик. И бросок не рвет Космик. Что-то немножко он поплыл так. Вырывается при помощи F4. Ага, найс. Так. Очень осторожно. Джамп-кик. Бумеранг, да. Возвращается обратно. Ой-ой-ой. И ФБ. Боже ж ты мой, очередной камбэк от шоу. Оффа. Удивительное дело, ну как бы проигрывая ситуацию, тем не менее камбэкается в очередной раз. При помощи фаталбол. На этот раз. D3 заджейлил. Оп. D3. Так. Ой-ой-ой. И сетка зашла. Хайп-метр копит Космик. Найс. Редкое явление, чтобы сетка так заходила. Так, не успел. Слишком поздно Сайрекса вызвал сейчас Космик. Так, брейкер отдает, тем не менее, Космик. Ну, не знаю, больше возможностей, скорее всего, не будет у него хайп-метр накопить. Ой-ой-ой. Шадоу-кик. Опасно. Так. Господи. Делает же шадоу-кик, посмотрите на него. И все, эта смерть должна быть. Конечно, доигрался Космик. Доигрался, и шоу-офф забирает этот бой. Очень непросто.
но тем не менее не забирает. Проявил он очень прям большое терпение, скажем прямо. Реверс сделал с 2-0 на 3-2. И выходит в топ-64 по винерам. You know, and a lot of people look at it like, oh man, it's just 3 moves. How big of a deal? How much of an impact can it be? It was literally everything in this set. Да, Десвиш, Let me tell you, man, потеря по K7, льву. that was the #1 seed in this pool. And if he went down, that could have been a huge upset. But Cosmic really, really impressed me with that Johnny Cage. Ну, до топ-64... На самом деле, топ-64 стартует через 9 часов, кстати. She's very simple. Like, so all her, you know, all the damage routes, they're not ambushes. They're just, you know, hit confirm from a string, go into Serena boomerangs, hit confirm into a new string. Ничего себе, они пулы будут отыгрывать, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в течение 10 часов, валка. Ни черта себе, это корка вообще. То есть они на пулы сейчас, ну, как бы планируют угробить, ну, по расписанию 10 часов. Вот это с учетом того, что уже как бы 1 час прошел из этих 10 часов. Ну что ж, Wise Gemini против Майка Метроида. Mike Metroid, yes. Dear friend, someone who I've known for a very long time, since the MK1 days, and just always a big supporter of what we do for Mortal Kombat New Jersey. Of course, big shout outs to Combat Network, streaming our events, and you know, just trying to get the love and the word out there. So I'm very excited to see Mike Metroid. Ну что ж, тоже матч за выход в топ-64 по винерам. Wise Gemini против Майка Метроида. Тут же в этой части сетки Флав против Китаны Прайма. И Plural Might против Ацтека. Это те матчи, которые мы еще увидим. Майк Метроид. But he always thought it was very, very fun to do the dash cancels, you know, the baton rolls, all that. So he does not want to give up Striker. Striker's okay though. Striker's really cool in their own sense with the grenades. Так, то есть это они практически по часу планируют убить на каждый пул, что достаточно забавно. The grenades take a little bit longer though, so you kind of have to preemptively do it. Whereas the Cyrax, you can like do your stuff. Ну, можно на последние, я не знаю, можно попробовать, сколько выдержу порестримить, а потом уже. Ну что, Wise Gemini? О, посмотрите. Is Wise really switching over to Liu Kang? Is there something about Liu that Kang that we don't know, or do you think Wise is underestimating Mike Metroid here? I just think that kind of on paper, you think of Johnny, how fast he Так, attacks, погнали. how much frames he has against Havoc. Who, yeah, he has some of the best mids, but Ну что ж, один из недооцененных таких камео-персонажей, это я говорю про Страйкера, конечно. Ох. Так, на инстанте пытается Wise Gemini сейчас делать эти огоньки на минимальной высоте, для того, чтобы отзонивать. Просто отзонивается, и в этом ему помогает Джакс с его анблокаблом. Ага, та-та-та-та. Ну что, зонингмен. Так, ой, джампинг кик залетает от Майка Метроида. Угу. Не стрима, ну, конечно, играет. Так. Хорошо. Пока что камео Майка не особо помогает. Просто закидывает, посмотрите, закидывает проджектайлами Wise Gemini. И, это, кстати, интересно, что Wise Gemini делает эти огоньки у Лю не на инстанте, а на приземлении. Оп! Камео использовал все-таки Майк Метроид, успел. Найс. Есть НТ. Приблизился наконец-таки Майк Метроид. И армором врывается в дырку. И, убирает и камео, и Люкана. Отлично. Напоминаю, что у Страйкера есть великолепный
Великолепный миксап, оверхед лоу, который никак не реактится с сейфовым на блоке. Ой-ой-ой, как пропускает сейчас White Gemini, но пока не убивает. Гранатка. Так. Ай-яй-яй, мимо. Лоу, угадал White Gemini. Бросок. Так. Из угла пытается не выпустить своего оппонента Майк Метроид, но армором выбирается White Gemini. Еще гранатки. Паниш. Да. Это была ошибка. Еще и сторону потерял сейчас White Gemini, однако Перри использует, чтобы выбраться из угла. Хорошо. Так, Лоу. Ну и посмотрите, повторяется Майк Метроид, и White Gemini это видит. Смотрите, просто посмотрите на этот стагер. Кошмар какой. Лоу пропускает White Gemini. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну что, White Gemini, доигрался ты со своей попыткой на зонинг? Напоминаю, с Аквамейном он-то играл за Хавика. Я думаю, что что-то как-то не работает у него ставка на зонинг, пора Хавика брать. Нет? Нет. Меняет он камео на Кунлао. Просто с шадоу-кика сразу подъезжает Майк Метроид. Ой, лальчик. Бросок. Конферм через Кунлао, конечно. Стандартный. 22%. Так. Найс. Паниш, ой-ой-ой-ой-ой, ну не дэшнулся, да еще и какую-то чушь сделал сейчас Майк Метроид. На панике Райзен Стар какой-то непонятный. Да, поплатился он за это. Так. Ой-ой-ой, на шляпу приземлился сейчас Майк Метроид и на пикселе повис. Ага. Так, есть конферм через камео страйкера. Хороший дэмэдж, однако бросок вперед. Надо, кстати говоря, помнить также, что Кунлао это один из лучших камео персонажей, действительно, благодаря именно своей шляпе. И апперкот на анти-эйр сделал Майк Метроид, промахнулся, но дропнул White Gemini комбо. Бросок. Конферм через камео. Окей. Ага. 270 хп снимает. Но на вейкапе, смотрите, поднимается при помощи арморного шадоу-кика. Так. Ага. Ага. Найс. Так. И брейкера-то нету брейкера. И даже не накопился у Майка Метроида 1-1. Но на самом деле, как только White Gemini перестал страдать, точнее, этой чушью с зонингом, с попыткой выхода на зонинг, сразу игра-то и пошла по-человечески у него. Ага. Так, шляпа. Хардблокабл, но, тем не менее, избежал всего этого. Паниш! Вот иногда у Майка Метроида выпадают такие Rising Star, непонятные вообще откуда и зачем они нужны. Та-та-та-та-та! Закидывает проджектайлами. Оп! Двойной лоу проджектайл. Шадоу-кик еще один. О, господи, все-таки пропускает этот хардблокабл. Очень тяжело, конечно, его заблочить. Там Люкан летит сверху с оверхедом, снизу летит с шляпой, ну и этот почти в одно время попадает. Так. Оп, Air-to-Air выигрывает White Gemini. Достает. Еще гранатки. Аверхед, но в эту дырку зарезает армором White Gemini. Ага. D1. Так. Прессит, стагерит Майк Метроид. И лоу пропускает White Gemini. Еще один армор, господи.
out. Yeah, he just armored out, no problem. The down forward doesn't get Пока спешл, ага. super close. Но тем не менее Страйкер bailing him out. подстраховал. Ой-ой-ой-ой-ой. И почти убивает Майк Метроид. Аверхед поблочил Вайс Джемини, ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, конферм, и это смерть. Господи, как обидно. Проиграл сейчас Майк Метроид. Эх, Майки. Again, such a dangerous thing, and in most cases, if somebody's looking at the throw, or if they're in that last little bit of Ну help, что ж, 2-1 в пользу Вайс Джемини. more than 11, 12, 13%, I can take the throw and still live. Not in this scenario. No, you cannot. Так. Ох, доделал стринг-серию. Оп, и еще один хардблокабл залетел. Так. Самое, конечно, ужасное, ну, в кавычках, да, что эта лоу-шляпа быстро рекаверится. Так. Найс. Так. Бросочек. Страйкер при броске светит в лицо сопернику, как Антон Городецкий и Лукьяненко. Оп, Б4. Свип влетел от Майка Метроида, и раунд он забирает. Ой-ой-ой, завив. Навихнул. Так. Пам-пам-пам-пам. И снова стагерит. Любитель стагеров, я смотрю, Майк Метроид этот. Ага, найс. Ой-ой-ой, и снова этот хардблок был. Каждый раз пропускает, но дропает Вайс Джемини, как ни странно. Удивительно это видеть вообще-то. Оп, на шляпу приземлился, но, к сожалению, дропнул конферм Вайс Джемини, и за это Майк Метроид его наказывает, конечно же. Есть конферм через камео. Ага. 452, вот это наказание. И это я понимаю. Аверхед, паниш! Ну вот, когда ты выпиливаешь вот такую чушь, это, конечно, непростительно. И это раунд в пользу Вайс Джемини. Господи. Майк Метроид, да как ты мог, простите, просрать этот раунд, а? Черт возьми. Да, что-то даже как-то странно. Бросок. Угу. И еще один бросок. Что делать, если один бросок сорвался? Сделать второй бросок. Ой-ой-ой, вы смотрите, он специально за комбу не доделал для того, чтобы заресетить при помощи броска. Так. Так. Ой-ой-ой. Д1. И Б3 заходит от Майка Метроида. А, и дропнул, но паниш. Нету паниша от Вайс Джемини. Чуть сам он не ожидал как-то. Так. Хороший микродак от Вайс Джемини. И дропнул паниш. Ребята, это вообще фестиваль дропов какой-то. Но наконец-таки забирает Вайс Джемини этот раунд. И это 2-2. Жесть. Give him the fatal. You just want a brand new car. Take him to the Lambo. Oh, disgusting. Oh, that's got to be the sharpest door. Just like razor sharp there at the bottom. Oh my goodness. Ну что, 2-2. Вайс Джемини там что-то объясняет. Труд за жизнь, что называется. I don't know how I feel about that. I guess it's goons first before MK and J boys. That's crazy. That's crazy, man. That's crazy. No, I'm just kidding. Everyone's friends. Так, ну что ж. Okay, at the end of the set, no matter what happens, both players are going to agree it was a great set. They're also going to say, what the hell does Striker do? Bombs, lows, overheads. Puts the handcuffs on you. I mean, this is. I mean, you were a little shocked when I told you he plays Striker. Like, Ой-ой-ой, сразу подъезжает со своим ходовым киком. За это получает.
Но страйкер, подстраховочка. И армором поднимается Вайс Джемини. Так. Ой-ой-ой. Найс! Только и ждал, когда вызовет страйкера, чтобы обоим навалять. Вайс Джемини и мид пропускает Майк Метроид. Ой-ой-ой, что-то плохо дело. Все жрет. Вы посмотрите, все сожрал сейчас в этом раунде Майк Метроид. От и до. Что-то это было не то. Так, на шляпу приземлился. Ага. Так, бросок конферм через телепорт. Есть. Оп-оп. Господи, в 4-3 заходит в очередной раз. Ну что такое, Майк Метроид? Развалилась у него игра совершенно. И еще и в хит жрет. Ой-ой-ой, и вивпанишь. Да. Бэкдэш отличный от Вайс Джемини. И Майк Метроид проигрывает этот бой, хотя, конечно, так хорошо шел. Да, и толпа там так разочарована. Как так? Throws the projectiles. So like you do have that opportunity to hit Striker before it does come out, and we kind of saw a little bit of that too in the end of that last round. Wise Gemini purposely dropping the combo in order to keep the pressure going on afterwards. Ну что ж, а вот и Китана Прайм. Тут я смотрю, садится за сетап игровой, и встретится он против Фалафа. Just press. Do a little bit better. Take a breath. Так, делайте ваши ставочки. Флав против Китаны Прайма. Это матч за выход в топ 64 по лузерам, по винерам. Probably my favorite thus far. So unique seeing someone take the approach of Johnny and Striker just for the love of the characters and making them synergize like they belong together. Yes. And on top of that, we saw, a little different Liu Kang. I feel like we haven't seen a lot of Liu Kang so far this weekend. В какой-то момент Майк Метроид что-то начал просто на все подряд лезть. Буквально на все подряд. Даже странно это было наблюдать. Хороший бэкдэш сейчас был от Вайс Джемини. Да. Ну а мы смотрим следующий матч. Флав и Китана Прайм. Двоих прошел Китана Прайм. Это Майго и Берри Слаши. Флаффи также прошел двоих. А, нет, даже троих. Это Криспи, Блэкберри и Нитро. И Ниро. To play me in a serious set in the community in general when I first entered in the MKX days. Oh, that's awesome. So this is definitely someone. Got a lot of pride on Ну что ж, Китана Прайм, который уже давно не играет за Китану. But MK1 Kitana is a different beast. Used a lot of different cameos with her, so I'm not sure who he's gonna go with this time. Yeah, I mean, I feel like Kitana was in a very strange spot for the beginning of this game's life. Yes. Where a lot of people were saying, like, she's not good. Ой, что, бой уже идет, что ли, или что? Ну, смотрите-ка, за Китану он играет, да? Да, бой уже идет. Они что-то поздно включили его. Тем не менее, Китана Прайм уже взял один раунд. Ага. Так, стагерить попытался Флав. Вообще, Китана достаточно странный персонаж в Mortal Kombat 1, если честно. То есть, ой, паниш! Дайв-кик в блок прилетает от Флафа, и за это получает. Чуть-чуть вифает Китана Прайм.
То есть странный персонаж в каком смысле? Он как будто недоработанный. Ну, он в смысле персонаж Китана. Как будто что-то не хватает ей. Ох. Ну что ж, 1-0 в пользу Китана Прайма. Оп, закидывает проджектайлом. Ага. Тик, тик, тик. Бросочек. Найс. Ой-ой-ой, вы посмотрите, сетапит в наглую просто Китана Прайм, но тем не менее армором врывается в флаф. Так, так. Господи, такое ощущение, что флаф, ну, совершенно не понимает, куда там можно влезть и как можно влезть. И да, начиповал уже Китана Прайм эту победу в очередном раунде. Так, армором врывается и конферм через гора, хороший от флафа. Ага. Найс. Так. Ой-ой-ой, просто вот это вот, чтобы вы понимали, это же арморный мув. И с этого арморного мува при помощи гора так поднимает жесть на комбу. Угу. Так, так, хорошо. Ой-ой-ой, полез, полез, а там страйкер уже со своими гранатками. Ох. И нашимил сейчас Китана Прайм, и это 2-0, очень уверенно пока что. К Флафу там подошли, что-то советует Китана, а Китана Прайм такой: слышь, советчик, ну-ка отойди, это самое, все у нас все нормально, бой идет, а ты тут советуешь, иди отсюда. Советчик нашелся. О, господи ты, боже ж мой. Я уж грешным делом подумал, что советчик сейчас насоветовал ему бараку. А то, знаете ли, диванные критики развелись тут. Умники. Ой-ой-ой. Дэвкиком врывается. О, господи, и как же дропает сейчас флаф. И за это получает объективный паниш. Ага, ага, ага. Так. Угу, армором врывается флаф, хорошо. Нужно вовремя в стринг-серию залезть армором. Так, хорошо. Не дает выпрыгнуть. Оп, апперкот. И снова вивпаниш армором. Удобный вивпаниш на самом-то деле. Хорошо он продвигает. Так. Ой-ой-ой. И снова с этого бэкдэша набейтил Китана Прайм. Уже не первый раз, кстати. По-моему, даже в третий раз. И каждый раз флаф на это попадается. Паниш. Ну да, ладно, хотя бы такой. Арморчик, да, конечно, конечно. Просто посмотрите, дропкик от флафа влетает. А, еще один армор. Попытался пихнуть, по крайней мере, флаф. Так. Найс! Хороший анти от Китаны Прайма. Через апперкот. Имид залетает. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, ну как так? Ну как так? Налетел сам буквально на этот фантос или как... А, нет, не... Господи. Ну, короче, на этот лифт налетел сейчас флаф сам, и, соответственно, Китана Прайм уверенно забирает этот бой. Но видно, что флаф как-то не очень готов к Китане. Китане в принципе.
And I really love that. Again, great cameo, but honestly not the most utilized. So definitely hyped to see Striker on в МК-11 онлайн больше, чем в МК-1. Удивительно, почему это? Хотя нет, ничего удивительного нет на самом-то деле. Ну что ж, Плюр, точнее Плюрал Майт, которого мы видели в бою против Романа, встретится сейчас против Ацтека. Ну что, я знаю, вы соскучились по рейденам. Давайте посмотрим на очередные поки-спешалы. Продажи у МК-1 хорошие. Ну, Саш, откуда ты знаешь, какие у МК-1 продажи? То есть официальных цифр НРС пока не опубликовывали о продажах. Ну, то есть откуда ты знаешь, что продажи хорошие? Air Superman was a lot like Kotal Khan's cat, which is what Aztec, which was Aztec was like super known for, like his favorite move to do. But again, big shout outs to Mountain Dew for the instant replay, the do-over, if you will. Katana Prime, pure dominance, pure domination here in this quick 3-0 set. В МК-11 9600, а там скидок не было случайно на МК-11? Может быть, какие-нибудь скидки были? Статью? Ну, хороший это сколько? Ну, сколько он продал? Там, миллион, 2, 10, 20? Сколько уже МК-1 продался? Какой тираж продаж? Ну, как бы, игре меньше месяца. Она, как бы, миллиона достигла? Нет? Или 2 миллионов? Но МК-1 будет возрождаться, когда будет выходить очередной DLC. То есть DLC-персонаж выйдет, на недельку онлайн подскочит, а потом опять упадет. Ну, как бы, обычное дело. Привет, ребят, привет всем. Касательно Китаны, да нет, она не топ-тир, ну как бы вообще не очень сильно считается. Мы ее не просто так почти нигде не видим. Ну что ж, Плюр против Ацтека. Сейчас нам Ацтек покажет истинного Ацтека. Коталкана, ой, извините, Рейдена. It's going to be tough for Raiden to get in, and once he's in, he's still like okay. Like Raiden's damage output is incredible. Like that's what makes that character is the damage output. Ну что ж. But I think I'm going to see a Raiden having a tough time getting in on Tanya. Like how do you get in without taking a huge risk? Like you could do stuff like, you know, Raw Superman. You can teleport in, but again, that all Рейден, естественно, очевидный, топ-тир, простой, эффективный, сильный, очень много чипа снимает, очень много дамага снимает его комбы. То есть, ну, простой, эффективный топ-тир. Привет, Акси. На Геросе, да, есть игроки. Мы вчера буквально видели пару Геросов. Конечно, Гюр был крут на Геросе. Жаль, что проиграл. Итак, поехали. Давай. Покажи силу. А, смотрите-ка, он сектора использует, чтобы ракетами попихать своего оппонента. Нет, это не первая Таня. Это вторая Таня. Так. Самый популярный файтинг в мире, ну, сейчас самый популярный файтинг в мире это Street Fighter 6, если уж на то пошло. Так. Бой ищет 5 секунд, так это же очень быстро. Где вебка? Зачем тебе вебка, если мы турнир смотрим? Ох, как достал хорошо сейчас. Плюрмайт. Плюралмайт. Так, Оверхед последний удар пропускает и с армором поднимается. Арморчик, гору! Да. Так. Пока спешл. Обычно при помощи этого Сайрекса сейвит, а тут при помощи... Найс, хорош, при помощи Спайрелеру достал. А тут сейвит он при помощи ракеты сектора. Так, на инстанте, но не повелся. Сейчас Ацтек. Оп!
Лоу, доделал стринг-серию. И бросок пропускает Ацтек. Просто вот это махнул, так махнул Лалка. Сейчас на МК1 скидка, ну вот поэтому и онлайн подскочил там. Так. Оп, достает. Ой, больно сейчас будет, очень больно. Та-та-та-та-та, ракета, сетап, лоу. Ёлы-палы, все сожрал Plural Might, все, что можно, все сожрал. Так. Ой-ой-ой, есть паниш. Что-то перемудрил сейчас Ацтек. Ацтек, знаменит он своей игрой на Коталкане, но здесь он решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Ой-ой-ой-ой-ой, как же пропускает сейчас Plural Might этот самый ракету с сектора. Ага, ракетка, лети, лепесток, через запад на восток. Текстро. О, дроп! Какой тупой дроп сейчас был от Plural Might, но тем не менее брейкер его спас. Фаталбол, территория Фаталбол. Все еще. Так. Оп! Найс! Хорошо запанишил, но ракета, снова ракета, и тем не менее дожимает Plural Might. Крутилочка, ведь вертелочка. Так. Да, русские и белорусы как раз таки играют в Mortal Kombat 1. Ой-ой-ой. Ракета прилетела. Тычет. Смотрите-ка. Стагерит Plural Might. Найс. И хорош. Есть конферм. Па-па-па-па-пау. Ой-ой-ой. D1. Тык-тык-тык-тык. Горо? Есть, госпожа. Бдыщ. Хорошо, бросочек. Ну что, улетает туда-сюда, летит там Plural Might куда-то, брейкер отдает, да, конечно. Так, оу, трейд. Чик-чик-чик-чик-чик. Господи, кросс-джамп кик пропускает сейчас Ацтек, не странно, и 1-0. Допрыгала Таня до победы. If he opens you up with a low, tons of damage. If he opens you up with an overhead, he knows he's getting under your skin to condition you to get opened up by that low. And Floor might one step ahead and just not sitting still. Саш, а что ты удивляешься? Я с некоторыми людьми разговаривал, которые игру премиум издания купили за 8К рублей для того, чтобы пройти сюжетку и просто, ну, и все, и больше ни разу не запускать игру. Как бы зачем они покупали издание именно премиум, чтобы ранний доступ получить и просто тупо ради сюжетки? Ну как бы, а что ты удивляешься? Ради такого люди тратят 8К. А ты тут говоришь про онлайн? Причем это не какие-то абстрактные люди, это, ну, как бы, я с ними сам разговаривал, как бы. Они мои знакомые даже. Так, хорошо, наконфермил сейчас Ацтек. Ну чё, Ацтек, покажи силу Коталкана. Оп, паниш. Господи, нету никакого паниша от Plural Might, чё он там мудрил? Ой-ой-ой, а битва арморов? Да, мой армор сильнее твоего, ха-ха-ха. Сгдыщ, улетает, улетай, птичка, улетай. Ага, просто бросок, воды. Так. Пата-пата-пам. Бада-бада-бум. Так. Ой-ой-ой. Рискнул все-таки Ацтек с телепортом. Ага. Ну, телепортом в смысле этого сектора. Угу. Ну что, Ацтек, нельзя опозориться. Девчонки смотрят слева. Бросок. Бадыщ. Ой-ой-ой. Чуть-чуть КП остается. И еще один мид. Господи, этот мид такая жесть. Ну, у Тани очень сильная опция. Ой-ой-ой, как пропускает в хит сейчас Ацтек. Он что-то теряет.
начинает терять контроль он. Та-та-та-та-та. Столько контента, Саш. Какого контента? Вы комнаты добавьте, пожалуйста. Комнат нету в игре, что за херня? Так, заходит. Пам-пам-пам. И армором в дырку залезает, конфермит. А, смотрите, а ракету на себя принял Горо. Как истинный шакал. Бдыщ стреляет, пострелушничает. Plural Might. Смотрите, бой-то переходит под его юрисдикцию и армор. И еще раз их два. Боже мой, какой же мув ужасающий. Просто жесть. Она так еще далеко достает этим мидом. Ужас. Жесть ткач. Алекс Кей, что значит второй месяц играешь ты в МК1, если как бы игра вышла всего месяц назад? Ты что, 2 месяца играешь в игру, которая всего 1 месяц? Так. Найс. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то как-то оверхед пропускает. Отстек. Отстек, та-та-та-та, ракетка, и есть конферм, хорошо. Бадыщ, ага, армором поднимается, и можно было наказать. Так, бросок. Ой-ой-ой, использует ауру свою. Plural Might. И смотрите, доделал. Господи, эта крутилка тоже имеет несколько вариаций развития, видите? И там уже угадай, что он сделает. Так. Па-па-па-пам. Спайрал Arrow налетел. Господи. Так, бросок. А, нет, ракета прилетела. Но все равно, смотрите, лайфлит пока на стороне Plural Might. 8 секунд остается. Отстеку надо торопиться. 5 секунд. Просто бросок, еще один. 3, 2, 1. Достал? Нет, нет, не достал. Слишком далеко убежала Таня. Подожди-ка, вы видели? Ну, то есть на какие-то пару секунд просто таймер остановился и не двигался дальше, хотя анимация фотоблоу прошла. Вы видели это? Что за фигня? Просто 2 секунды или 3 секунды просто таймер стоял на месте. Что это за чушь была? Так. Ой-ой-ой. Ну, запорол, но все равно оверхед съел Plural Might в итоге. Ой, лав. Это матчпоинт для Плюра. Ну что, Plural Might? Плюрализм мировой должен победить капитализм. Все эти дешевые рейдены должны поплатиться. Или нет? Или не должны? Бросочек. Пам-пам-пам-пам-пам. Оп. D4. Так. Ракета. А, армор вовремя использовал сейчас Plural Might. Ой-ой-ой, бросок пропускает отстек. Но фаталблоу есть. Ну что? Блин. Господи, он столько бросков жрет. Просто столько бросков. Отстек. Чип. Ой-ой-ой. Нет. Рвет. И да, тут уже армор и чип дэмэдж и все подряд. Залетело. Ну что ж, 3-0. Мировой плюрализм победил. Грязный отстек проиграл. Плюр. Плюр. Blue, blue, the world is blue. I'm blue, da-bu-di, da-bu-дай, да-bu-di, да-bu-дай, да-bu-di, да-bu-дай. Найси. Ну что ж. Так, я так понимаю, что это был последний матч группы Д. Так, из группы D вышли в топ-60, из группы D вышли в топ-64 по венерам Вайс Джемини, Китана Прайм, Шоу Офф и Plural Might. По лузерам вышли пока что Космик и Майк Метроид, но остальные еще играют.
super respectful of the lows. Come on, you don't want to get opened up by that. Какие 10 часов? Уже гораздо больше я стримлю. Так, ну и я так понимаю, что мы переходим к группам Е. How he was so complacent with that. Like, I'm not getting anything out of it, but I know you're not getting anything out of it. Так, and then we go back to that range where like my buttons just excel so much в группах Е кто играет? Rewind, Сунео, Семич, Эль Кукуй. Super great down to the wire in all those different games. Like I know it was a 3-0, but the players ну и разве что Микеланджело еще можно отметить. What do I have to do different? I'm excited to see Tanya moving on, and I want to see. And again, ну конкретно этот стрим, ну Mortal Kombat мы стримим 2 часа, да. You know, a nobody. This isn't somebody who's not familiar. Like you saw Aztec going in with game plan out the gate. Так, Rewind, мы скоро увидим Rewind, да. Ну, если он, конечно, приехал. Also excited to see Tanya, because I did talk about that a lot. I was like, you know what, I want to see some Tanya, some Melina, kind of like mix it to this bracket. And о каком турнире PSF речь? Ну, о сингапурском оффлайн премьер-ивенте, втором из 3 в рамках Capcom Pro Tour 2023, конечно. Insane. It's on the board indeed. So I think we have some merch to talk about before we do send you guys out on a break. I know Infinity is very excited to Алекс, по поводу американцев, ну, я не знаю, кого ты там читаешь, но на самом деле очень много негативных отзывов по поводу Mortal Kombat 1, в частности, Виде, который там просто матом крыл эту игру, называл ее помойкой, пати-геймом. То есть я видео это смотрел со стрима, кстати, запись. Он там говорил об этом. Но он продолжает играть в нее, потому что он как бы все-таки NRS-плеер. Типа ничего не поделаешь. Раз связался, то связался. Не, фановый файтинг согласен. Ну, то есть тут странно было бы не согласиться. Это, то есть Mortal Kombat 1, конечно, это фановый файтинг. То есть for fun, понятное дело. Это, в общем-то, все отмечают. Как бы, практически все. Как Твиди назвал Mortal Kombat 1? Пати-гейм. Пати-гейм он назвал. We're going to take a 10-minute break, but we will be right back with more Mortal Kombat 1 action. Ну что ж, перерывчик 10 минут, я так понимаю, да? Алекс, так они, естественно, а чё им плакать, что ли, от игры? Ну, есть какие-то негативные моменты, есть позитивные какие-то моменты. Не, Алекс, я понял, что ты тут защищаешь, хвалишь игру, но ты пойми, что люди имеют право высказывать свое мнение. Какая тебе разница до чужого мнения? Что ты вот начинаешь? Если кто-то, ну, кому-то не нравится игра, что ты сразу начинаешь как бы на него давить там? Вот, конкретно вот, кого ты вот, как ты сказал, что ты сказал там? От наших только трэш-токи идут. От наших это кого? Ну, назови несколько хотя бы имен. И, допустим, вот ты назовешь какое-то имя, да? И что вот этот человек не имеет права на свое собственное мнение, которое отличается от твоего, то есть он обязательно должен играть, веселиться и так далее, да? То есть он не имеет права критиковать игру, которая тебе нравится, так? Ты это хочешь сказать? Ты что, совсем что ли обалдел? Если человеку не нравится игра, то он имеет право сказать, что она ему не нравится, что-то такого. То есть я в этом ничего вообще ужасного не вижу. Это же, блин, обычное мнение, ну камон. Ты чё докопался-то до него? Ну, тебе нравится игра? Ну, тебе нравится. Ты же высказываешь свое мнение? Высказываешь. Мы что, против тебя что-то имеем, что ли? Нет. А если кому-то не нравится игра, то почему ты против него что-то имеешь?
Ну, не нравится играть человеку, ну, значит, не нравится. Ну, он что? Он высказывает свое мнение, ты выскажешь свое мнение. Я думал, что в цивилизованном нашем обществе, так скажем, игровом, да, это нормально высказывать свое мнение, если игра нравится или не нравится, а не то, что, типа, ты ноешь тут, что, типа, вот почему все не соглашаются с твоим мнением. Ты, блин, уж прости, у всех мнения разные. Я говорю, что вот на Западе, вот как пример, в виде тоже, не все в восторге. Ты просто говоришь, что все в восторге, но я говорю, что не все. Посмотри стримы Твиди, посмотри его записи, и ты поймешь, что он не в таком уж восторге. Но это как пример. Но я же ничего не предъявляю претензий Твиди или там какому-нибудь Сонику Фоксу об их мнении, что там что-то из их мнения не совпадает с моим. Почему ты тогда предъявляешь им такие претензии, что их мнение не совпадает с твоим? Что это за херня вообще полная? Я лично не вижу ничего ужасного в том, что мнение людей различается по поводу той или иной игры. Вон, Человек-паук этот 2 вышел, да? Не всем он понравился, ну и что такого? Ну, как бы, кому понравился, те играют, все нормально. Там, кому не понравился, ну поиграли, да и бросили, что. Это же обычное дело. Алекс, любой человек, я еще раз повторяю, имеет право на свое мнение. Неважно, играет он в игру или нет. Вот он, допустим, если человек, ну, типа, ругает игру, да, но и продолжает в нее играть, знаете, ну, как бы, это его право. То есть, ты что, ему запрещаешь тогда играть, что ли? Ну, не нравится ему игра, но он играет в нее, вот, и ты запрещаешь ему играть, да? То есть, ты, как бы, типа, твое мнение в этом плане, ну, должно быть выше, чем его, да? И неважно, типа, то есть, ты должен за него решать что-то. Ну, как бы, это так не годится. То есть, ты решать ни за кого не можешь. То есть, ты вообще кто такой, чтобы решать за другого человека его судьбу? Ты его отец, его мать, его брат, его родственник. Ты кто? То есть, ты за другого человека решаешь что-то. Ты что, с ума сошел, что ли? Ты как бы ты не путай себя с Богом, там, не знаю, или с политиком каким-нибудь, или с отцом какого-нибудь человека. Это неправильно, я считаю. То есть надо все-таки как бы иметь какие-то, какие-никакие, ну, рамки. Ты просто высказал свое мнение. Все. Да. Другой человек высказал другое мнение. Все. И это обычное явление. То есть, а ты тут начинаешь, ему не нравится игра, но он в нее играет, он не должен в нее играть. Да тебе он ничего не должен. Тебе человек ничего не должен. То есть ты не тот человек, перед которым там, ну, типа, кто-то отчитывается. Видишь? Понимаешь, в чем как бы смысл? А ты тут начинаешь, как бы, типа, говорить, что, ну, он что-то должен кому-то. Не понимаю этого вообще. Я вот этого не понимаю. Как бы у каждого свое мнение, каждый думает по-своему. Странно все это дело. Вот. По поводу Mortal Kombat 11, кстати, я могу сказать, что далеко не все его хейтили. Все-таки изначально МК-11 все-таки позиционировалась как более соревновательная. С самого начала она позиционировалась как более соревновательная игра с добавлением более соревновательных механик. И это очень многие восприняли хорошо. Но просто другое дело, что она все равно превратилась в Mix-Up City. Понятное дело, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, изначально они пытались сделать все-таки какую-то более умную игру. Они на это часто нажимали, и они очень часто, в смысле создатели этой игры, разработчики очень часто говорили про то, что они нацелены на киберспорт и так далее, ну и тому подобное. Ну, то есть, вот на такое развитие. Так. Ну вот, Алекс,
ты понимаешь, что ты тот же самый мышка, или как там сказать, да, который ест кактус. То есть тебе не нравится, как наши сидят, играют и хают, но при этом ты их все равно смотришь. То есть, понимаешь, вот тут создается впечатление такое, что типа тебе не нравится, что там тот или иной стример, но ты продолжаешь его смотреть. Так зачем ты ешь кактус? Кругом полно другой еды. Кругом полно стримеров. Кругом полно контента. А ты сидишь и смотришь того стримера, который тебе не нравится. Вот это, конечно, логика, да? Вот это, конечно, да. То есть ты понимаешь, что ты ничем не отличаешься от того человека, который, ну, типа, по-твоему, сидит, играет, и при этом, ну, ему не нравится игра. Так чем ты отличаешься? Что ты, как бы, зачем ты тогда их смотришь? Вот в чем и прикол. Люди любят срач. Ну, Саш, понятное дело, что это еще со времен, кстати, большой стирки Андрея Малахова на Первом канале, когда в моем детстве она еще шла. То есть тогда еще, чтобы вы понимали, это эра до интернета, тогда еще уже тогда была понятна формула успеха. Чтобы шоу было популярно, надо, чтобы как можно больше людей срались, кидались друг другу какашками, желательно там рукоприкладство какое-нибудь, эмоции, бла-бла-бла. Вот это самое рейтинговое шоу. Как в интернете сегодняшнем, так и на телевидении во все времена. Так что это понятное дело, что, ну, как бы это самый популярный контент, на котором делаются самые большие деньги и дается самое выгодное время в прайм-тайм, если мы говорим, конечно, о телевидении. Окна с Нагиевым. Ну, кстати, я окна не так уж много смотрел, потому что у нас не показывали этот канал. На ТНТ же он шел. Соник еще не был, нет, потом, ну, он позже будет. Стримы турниров, да, турниры надо смотреть. Турниры надо смотреть, потому что это лицо файтинга. Любого причем. Файтинга. Надо понимать, ребята, вы просто еще как бы делаете такую, ну, скидку обязательно, что люди, которые профессиональные стримеры, которые зарабатывают своими стримами на жизнь, то есть если у них нету другой работы, то они, естественно, свой стрим создают вокруг того, чтобы зарабатывать деньги. То есть вы как бы, ну, надо же понимать, что для них, у них нет там работы, где они получают зарплату. Для них стрим — это не развлечение, а способ заработка денег, на которые они живут и существуют. И кормят там свою семью, там, и себя, там, снимают или покупают квартиру, там, ну, не знаю, ну, вот что такое. То есть, надо понимать, что вы как бы делаете на это скидку. То есть, если вы как бы, ну, типа, возмущены, что вот тот или иной человек играет в какую-то игру, жалуется на нее, но все равно играет. Если она приносит ему деньги, эта игра, там, эти стримы, там, и так далее, а с этих денег он кормится, и с этих денег он покупает себе какие-то вещи, и у него нет другой работы, так что вы удивляетесь-то, елы-палы? Просто это надо понимать, что человек относится к к стримингу, значит, как к работе. То есть, соответственно, чтобы получать с этой работы деньги, зарплату, да, условно говоря, ему надо стараться. И вот стараться для аудитории. Вот он старается. А что вы, в смысле, так работает так профессиональный стриминг уже давно. Вы как будто вчера родились. Это же прекрасно понятно всем должно быть. Поэтому надо понимать, что если там
аудитория, которая платит этому стримеру, хочет, чтобы он больше эмоций там выплескивал, он будет выплескивать больше эмоций, потому что ему надо зарабатывать деньги, кормить семью там, или кормить себя там, или там платить за ЖКХ там, не знаю, платить налоги. Вот. Если как бы, то есть надо, чтобы Книпс и перк. Сейчас. То есть это обычное явление в сегодняшнем мире стримингов. То есть надо понимать, что стриминг уже давно перешел из разряда там, ну, как бы давно перешел для очень многих стримеров профессиональных просто тупо в работу. Вот, поэтому они делают то, чтобы зарабатывать деньги. Им не до экспериментов, типа попробуй постримить другую игру, так она не принесет им денег, ну и что? Как бы, видите? И в этом нет ничего плохого. В том, что человек там, ну, типа, зарабатывает на стримах деньги и кормится с этого. То есть в этом нет ничего плохого. Не надо считать чужие деньги. Все это обычное явление. И в сегодняшнем мире, как бы, цифрового интернета мире, так сказать, это обычное дело. О, Соня, ё-моё! Вы посмотрите, как кто-то Соню взял. Жесть. Вот это да. Все, хватит все эти непонятные разговоры куда-то не туда пихать. Давайте, перк против Книпса. К сожалению, я не знаю, кто эти люди, но тем не менее. Перк играет за Сабзира плюс Соню. Вот эта связка, прямо как в бета-тесте. Хороший апблок от Книпса. И наказывает он тут же. Ой-ой-ой, чуть промахивается, правда, немножко. Ага, нечестный размен в пользу перка. Вот это комба не комба. Аверхед заходит на мити и забирает первый раунд. Перк достаточно, ну так, достаточно рискованно. Ой-ой-ой, в 4-3. Ага, плюс паниш. Так, так. Ну, дропает Книпс много. Угу, конферм через телепорт. Ага. Ну, странное решение брейкера дать в данной ситуации. Там много бы дэмэджа не снялось. 220, скорее всего. Так. Ага, ага. Найс. Оп, паниш. Вот это паниш через бросок. Лады. Ну, какой-то такой низкоскилловый немножко матч мы наблюдаем. Многовато дропов, многовато странных решений, типа Йола, слайда или что-то типа того. Так, Йола, слайд. Поехали. Без ничего, без камео. Но дроп-комбо, вив какой-то непонятный и паниш через оверхеда от перка. Ну, согласитесь, странный очень бой мы наблюдаем. Просто трындец какой странный. Я даже не вижу, ну как, а где этот бой? Он хоть помечен где-нибудь? Вообще не так. Книпс, да? Книпс. Не вижу никакого Книпса, я даже в сетке не вижу этого боя. Ну ладно, не столь важно. Так, аверхед, ёптер мать. Аверхед, кстати говоря, очень ансейфовый. Но он просто пихает его до бесконечности, этот B2, там, жесть. Так, я хочу все-таки в сетке найти этих людей, но почему-то пока что не могу этого сделать. Перк. Перк. Вот, вижу. Короче, победитель этого боя выходит на Симиджа. Я не знаю, зачем они нам показывают именно этот бой. Ну, типа, все равно понятно, что Симидж победит любого из них. Ну, ладно. Просто я играю слайды туда-сюда, летают йоло слайды от перка в надежде, что рано или поздно попадет. Дропает в очередной раз. Книпс. Раунд.
Даже особо комментить нечего. Так. Бросочек, телепорт. Нет телепорта. Потому что Кунлау весь потрачен. Паниш. Ну, вот это паниш. Ага. Перкот. Згдыщ. Ой, какие-то йолотехи, пацаны, идут. Так. Бросочек. Кстати, он Соню вообще не использует перк. Ой-ой-ой, вот он хардблока был попер, и брейкер отдает перк. Но на пикселе, тем не менее, повисает. О! Успел клона поставить. Ага. Так, плюс. Начипуй. Да. Нету флawless блоков. Ну и, соответственно, забирает. Looking up a little bit differently this time. A little bit more of a sense of relief. Yeah, I think that's right. I think that's right. And Vigilite still coming up. Но что-то как-то... Even on the win, that was a short one. Do it again. Что-то как-то странно. Нет, дело не в том, чтобы домой ехали, а в том, что как бы зачем нам-то показывает этот бой. Ой, паниш-то нету, паниша. Ладно, нету, так нету. Угу. We'll see. Так, парам-пам. Оп, лоу пропускает. И оверхед паниш. Это очень сильный ансейв, конечно. Ой, обблок от Книпса. Уже не первый раз он обблочит, но почему-то он так дропает конферм, это непонятно. Аверхед. И с армором поднимается Книпс. Оп! Слайд в трейд зашел, господи. И аверхед. Это, знаете, типичный такой миксап от саба с каких-то древних времен еще. Ага. Лоу, лоу. Оп. Бросок. Давай, конферм через Кунлау. Нет? Нет. Не делает конферм через Кунлау с броска. Ну ладно. Бам. Аверхед вытащил, как не вовремя перк сейчас. Посмотрите на это. Господи, что за вообще йола-фестиваль. Ой, паниш. Да, ладно. Такой себе, конечно. Ага. Ага. Ой-ой-ой, убивай. Нет, ну ладно. Ну ладно. F4-3, F4-3, F4-3. Да. Что-то это мне напоминает. Так, конферм через камео. Парам-пам-пам-пам-пам. Брейкер отдает перк. Перк! Ой-ой-ой, F4-3 заходит. Дальше нет конферма. Какой-то очень странный бой мы наблюдаем, знаете, так прям аж сложно его смотреть. Оп, аверкэт, ну наказывай, да ты что? Там просто лютый ансейв, но Книпс вообще ничего не сделал. Ага, лоу, аверкэт, ну наказывай. Есть наказание наконец-таки от Книпса. Со второй попытки удалось. Но этот дроп идиотки опять-таки. Ага. Ой-ой-ой. Злой, потому что Би, Никель, ты не шаришь. Ты не шаришь. Есть мужчины, что любят женщин. Есть мужчины, что любят мужчин. А еще бисексуалы, у этих для кайфа вдвое больше причин.
He won with Liu Kang, and then just came up and was like, "I got you. Here's There's some more to say. Here's some more tech." Оп. That's incredible. Пик. And no wonder his defense is so Пик. good. Подъезжает слайдом Йола в очередной раз. I'm not joking when I say look out Ага, for ох, this, not only наконец-то он this tournament, but future ones. докомбил нормально Because, Книпс. wow. Ну давай уже убей, господи. Сколько можно мучить-то друг друга? Матчпоинт для Книпс. And there every time Perk just giving up his turn and meeting with those Все равно lows. подъезжает As слайдом. open him up Смотрите, for что Nip's делает, pressure а? every time. But every time it's Оверхеды in the overhead. летят, слайды летят. Says no jitter, full screen got Nips off the meter. Ага. Start getting around, he gets a beautiful slide on that Пик. projectile, close the Really gap. good, yeah. And here, that again, just kind of Пам-пам. keeping it basic with just Брейкер отдает overhead, перк. just low, no cameo, not many staggers beyond it, just giving Nips his turn if it's wrong. Вспомнил про лоу-шляпу Кунлао. Книпс. Бросок, а есть конферм? We haven't seen Nips really Наконец-таки play the есть health конферм. We Господи. see this matchup do a lot, which is, you know, zone out, sit back behind the low projectile. Ой-ой-ой. The multitude of low projectiles we have. Б4, еще They're Б4 pretty low, повторный. they try to change Лоу-лоу. some timings on Nips with the sweep too. Так. Оу, хаверхед пропускает Книпс. Ага. Ага. Oh, Оп. Оверхед последним ударом. it was an American reset, but it looked really good at the end with the judo chop of the Lin Kuei coming down. Так. Got him cornered. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то там махнул неаккуратно перк и джампинг банч Well, there's пропускает the stuff to чистую. the 379, the conversions there, full screen, and now he's playing the health lead. Says, "Come to me." Так. Так. Ах, есть паниш. Ну, как паниш. Апперкот, паниш, да. Оп, клона поставил. He's very reserved in a couple things that he does. Ой-ой-ой-ой-ой, чё вспомнил перк-то, а, лал. Waking up the big 140. Найс. usage of his meter. He's had breaker, I think, every round of the match. so far. Армором очередным поднимается, и армором своим поднимается перк. Аверхед, все, убивай. Только не дропни. Наконец-таки Книпс забирает этот бой. Слава богу. Love that shirt down there. Ну и, соответственно, выходит он на He was Семиджа. classically trained, but multiple finalists apparently trained this man. Yeah. The training is pretty strong over there on Nips' side. I've never seen anyone get an Так. Evo champion the Wild Cup and give На them самом деле здесь, в этой группе, хороший состав. Есть Ревайнд, есть Семидж и есть Цунео. Три сильных игрока. Bullish about his chances. You know, he was very reserved. I thought it was great to see his name in the bracket because, you know, it's somebody who we've seen for many years at this point and typically not as a player in the bracket. Fashion way. Ну, я не особо внимательно смотрел бой. Если я не ошибаюсь, перк ни разу не использовал камео Соню. Вообще ни разу. Он как бы бьется чисто типа 1 на 1. Рио, ну, играет, но на турнирах что-то его не особо видно. Safely in the real world, but in a digital sense, absolute savagery, which is fantastic. Если Книпс еще как-то пытается Кунлао использовать, то перк вообще забыл о Соне. And then we can go be great functioning societal members. 100%, right? yeah. But this is where we get our rage out. It's absolutely correct. And going back to me getting the FGC, that's what it felt like. It was more therapeutic than anything. Who is Supercell 1000 против Гоку Бизи 91. I can't see David leading the penalty minutes of a hockey game because he threw. Тоже непонятно, кто эти ребята, но тем не менее сейчас продемонстрирует нам еще один бой. It's always been like that, and I really do appreciate that about games. Ooh, wait, we're moving on to the next one. This is there's no way that we get a lore battle on. Да, нагибатор 3000. How did this happen? 91, нагибатор 91 тысяча. This is pool E4 of Cell games apparently. Supercell and да. What were the odds? Кто эти ребята?
Я не имею никакого представления. We talked a little bit about the other pool, E3. In pool E4, El Cucuy is in this pool. Michelangelo's in here. Papa Cap's in here. Pure's in here. Pure, yep. Дай джойстик, говорит. Дай джойстик. Чё ты вцепился в него? And Supercell, so these guys are at the bottom of E4. Yep. In the back На there, DualSense катает, that кстати. is King Gambler. One of the favorites of this entire tournament right there on the left, chilling in the background. Texas boys, that massive team battle. Будущие чемпионы. Да. Чемпионы нашего двора. After the tournament, we'll probably talk about that here in just a bit as well. On the right there, Ragnarok, one of the OGs. Yep, hanging out. Always great to come out and see people in person, hang on a little bit, catch up after a long time. Chatting, watching some MK, playing some MK. You can see the tournament. Так, ну чё, ждем. Right there, just above Ragnarok's head. Он геймпад забирает для того, чтобы настройки сбросить какие-то. Ну, сделать настройки, потому что это же техника, товарищ судья. Между прочим, с ними в группе Эль Кукуй есть, Микеланджело есть. Ну так, не такой сильный состав, как в соседней группе. Да, как консоли пользуются? ПК-бояре. Like we've talked about this in the past, you and I, but like every time after Evo, the next like 2 weeks for me are just catching up on all the matches because you know we're busy. So if I'm not busy at a tournament, Соник с кем в группе? С Зорком. like who's playing out there, looking at some matches because I know I'm not going to get a chance to see them again. That's the only opportunity. It's always fun to be able to do that. And the beauty of that is you never know if you're going to just come across one of the greatest things to ever happen. С Доктор Африканом. Если вы знаете, ну, если вы смотрите Street Fighter, то вы знаете, кто это. You know what I saw? The most godlike thing of your life. Yeah, exactly. And you're never going to see it. And you're never going to believe me. Looks like they're ready to go. Ну, групповая стадия, на то и групповая стадия. Топ-8, завтра. Топ-24 завтра полностью. Both of the shirts are pretty great, actually. I'm just finally realizing what's going on there. Both of our silence at the same time was reading shirts, and I was doing the same exact thing. I was like, you know what, we pretty much run out of everything to talk about that's on the screen, so let's just find some more. Погнали! Go to the shirts Погнали! and let's go. We're moving through. Скорпион. Скорпион против Лу. Scorpion. Cyrax, I thought I saw Cyrax, but I didn't want to believe. I think it was, yeah, there it is. Cyrax. I've never even seen this duel before. Ну что, давай. Пока спешл, крутилочка и Сайрекс на сейф. Все как мы любим. Крутилочку делает Гоку. Ага. Ай, драпанул. Дропает суперсел. Очень много дропает. Я такое чувство, что это, знаете, имена этих персонажей из Драгонбола. Суперсел, ну помните Села? Перфект, там просто был Перфект Сел, здесь Суперсел. И Гоку, ну Гоку понятно кто это. Та-та-та-та-сейв, да. Заспаем его колесом. Оп, телепорт, сменил, ага. Так, D1, окей. Не надо забывать, что двойка у Скорпиона, ну стендовая, очень далеко достает. Отличный вив-паниш, хороший хай. Та-та-та-та-та. За сейф, да. Ага. Па-па-па-па-па-пам. И вот так можно чиповать и чиповать. Бросок, конферм, через телепорт. Есть. Ага. Хорошо. Ой, ждал телепорта. Сейчас суперсел. Хорош. Так. Лоу шляпа. Пролетает мимо. О. 1-0 в пользу суперсела. Ну, чип. А что чип? Чип. Где чип, там и Дейл. Где Дейл, там и гаечка. Где гаечка, там и вжик. И детишки многочисленные. Так что
Тебе же сказали, это фан-гейм, фановая игра. Так что, что ты хочешь от фановой игры? Чип, Дейл, гайка, любовный треугольник. Ой-ой-ой. Между прочим, там еще у них вообще-то любовный квадрат, потому что там еще и Рокси есть. Ну, если вы не помните, это летучая мышка лабораторная. Так, ну чё? Так, оп. Ага, конферм. Брейкер не отдает, решает отдать раунд Supercell. Ну, может быть и правильно, кстати. Так. Оп. Ой-ой-ой. Саш, не то чтобы в МКХ он баланс поменял, он скорее мету поменял. Это немножко разные вещи. Ой, вип-паниш через двоечку, да, випает Supercell. А у Скорпиона очень удобный вип-паниш. Стендовая двойка, она так хорошо достает. Не, Рокфор, кстати говоря, никогда не являлся любовным интересом в фанфиках различных. Просто потому что, на самом деле, гаечка, она ему как дочь скорее. То есть, ох, метр. Угу. Так вот, суть в том, что Рокфор, это он дружил с с отцом гаечки, но отец гаечки умер. Вот. Тогда, когда они искали изобретателя, спасатели эти, и, соответственно, они искали изначально отца гаечки, а оказалось, что он умер, и она унаследовала его страсть к этим всем машинам, изобретениям. Ну что ж, 1-1. Закрутил Гоку. Вообще, Рокфор, это так его, ну, локализаторы наши назвали. Ну, в оригинале его зовут Монти. А гаечку в оригинале зовут Гаджет. Не путать с инспектором Гаджетом. Ну что ж, все, Лю не справляется, пора Таньку брать. Танюха, зажигай. Классика. Таня плюс Гора. Ой-ой-ой. На вейке прожимает стендовую двоечку сейчас Гоку и залезает. Па-та-та-та-та-та-тан. Что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Перекрутил. Сейчас Гоку и за это поплатился панишем. Да. Вот такое оно и бывает. Паниш, да. Вейкап арморный. Поблочила Таня. И, соответственно, наказывает Supercell за это. Ага. Не поверил в свой вейкап джеб Гоку. Па-па-па-па-пам. Ой-ой-ой-ой. Колесико. Просто машет. И давай в блок. Да, молодец. И умри. Молодец. Что-то какой-то несуразец у Гоку сейчас выпили. Вообще просто жесть. Так. Я инспектор Гаджет практически не смотрел, но я помню вот это. Гаджеты и гаджетины. Что-то такое, какая-то хрень вообще полная. Гаджет этот, если честно. Мне еще в детстве уже не нравился совершенно этот мультик дурацкий. Какие-то из башки, блин, вертолет выпадает. А фильм это вообще ужас какой-то. Ну, фильм именно, лайв-фильм. Бросок, оп, подрывает Гоку. Ага. Та-та-та-та-та. Ой-ой-ой, и блин, ну это что такое? Что это за телепорт идиотский был от Гоку? Вы видели? Какая-то чушь просто влетела. И 2-1 в пользу Supercell. Supercell. Supercell за Супер Таню.
Вы знаете, что, ну, в локализации российском было несколько переводов открывающие песни спасателей, ну, имеется в виду Чипа и Дейла, сериала про Чипа и Дейла. То есть там они вообще по-разному поют, ну, то есть разные слова подбирают. Там порой рифма вообще какая-то конкретно странная. То есть там какие-то про бандитов, что-то там вообще от себятины куча. Ой, хорош. Есть облок. Контрпикнул между тем на смоука. Гоку, смоук плюс Сарина. Классическая связка. Так. Найс. Крутилочка. Пока спэш. А, паниш! Ой, а где Гора? А Гора-то не было у Суперселла. И он сделал этот ансейв. Пока спешл. Перележал и вейкап джебами наказал Суперселл. Оп. Есть вифпаниш. Ага. Так. А где пока спешл? А, Гора нету, D4 сбивает, да, наказывает. Просто проджектайл впритык. Лады, пускай будет так. Чуть-чуть КП остается у Гоку Бизи, но дожимает. Супер цел. Супер целый. Что такое? Сейчас подвисает картинка. Так. И опять этот мид просто страшнейший от Тани. Каждый раз заходит. Крутилочка. Ой, сбивает антиэром. Еще крутилка. И армор тут же закидывает Суперселл. Выпрыгнул с нейтрал джампа Гоку Бизи. Ага. Так, армор отдает Суперселл. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. И это смерть? Нет, не смерть еще пока что. Но мало хп остается у Гоку Бизи. И тут уже и дочиповать можно было, в принципе. Ну что ж. 3-1. Не помог смоук игроку. Much more comfortable because what she does differently than the other team he had was he could be a little more if he wanted to, but he didn't. But he could have been way more YOLO with what you just wake up armor every time if you want. You can just do armor and neutral every time if you want, and just follow up with gore every time if you want. And you can be as Ungaboga and wild as you want with that team as well. But he played a little bit more reserved. Таксеньки. Пацаны, Микеланджело-то нету. Микеланджело не приехал, так что... -1. Нормальный игрок. Чё там? Ревайнд? Играть будет сейчас. You know, I heard Arma say earlier that Wonder Chef in the chat called it the do-over instead of the instant replay. Come on. Да, Инвиза это та еще тема. We have stolen it officially. Chef, you beautiful. Ставочки. А я не знаю, с кем он играет, этот Ревайнд. С кем играет Ревайнд? You know, we all try to do it. whenever commentators in chat, you know, we're not lurking in there. We can't be silent. That's not how our... Only Salmon. Yeah, that's a good one for sure. All right, well. Only salmon. Так, Only. It's only salmon. Ревайнд против Only Salmon. Ну, Salmon, если кто не знает, это с английского переводится лосось. Если вы знаете, есть такая хрень, как Salmon Cat, лососевый кот. Это кот, который живет под водой, он наполовину лосось, и под водой он дружит с другими морскими обитателями. Рептилия играли сейчас? Ну, вчера играли за него неплохо. Нормально было дело. Only Salmon. Просто лосось. The stream of life. It's a metaphor, of course. He's going upstream. Nice do-over. It's a tough battle going upriver the whole time. Ну что ж, Ревайнд, ну, однозначно один из фаворитов вообще этого турнира. Сейчас посмотрим.
Но я не думаю, конечно, что с какой-то Only Salmon сможет ему какую-то серьезную конкуренцию сделать, хотя мы вчера такого тут насмотрелись, что вполне может быть что-нибудь такое. Zombat, you see Kevo talking that's really young joystick by the door there in the middle. Oh, okay. Yeah, really young. I was like, man, are you legal to be here? And yeah, yes, but legal. Everyone is. Yeah, everyone's legal to be here. What do you mean? I was like, oh my goodness. Фокси, ну по крайней мере он зарегистрировался, по крайней мере. Не знаю, приехал нет, но зарегистрировался. Each game that comes out is like that, and I think maybe even more than that. By the end of each game, there are players who are on the come up, right? Yeah. Like I think that's maybe even more accurate to say. So by the end of MK11, we definitely had players who were on the big come up, and now in MK1 they get to show it off. Well, this is a guy in Rewind who had that trajectory himself. Ну что, он ли там что-то распаковывается, да? Пока достает свой DualSense, соответственно, там какие-то наушники вытащил, еще что-то вытащил. So far in MK1, it's been cool to watch him. I've been checking his stream and stuff. Oh, and this is our first time getting someone on stream as well as far as character selection goes. Вообще, ну, я когда проводил всякие турниры по файтингам оффлайновые, именно оффлайновые, вообще это было, да, такое было дело, что некоторые игроки приходили и начинали, короче, типа, где-то минут по 10 настраивать под себя управление, шифты, тыры-пыры, а потом буквально за 1 минуту, вот не вру, за 1 минуту проигрывали, и все, и как бы они просто 10 минут тратили на то, чтобы настроить управление, 10-15 минут, а потом буквально за 1 минуту просто проигрывали и уходили. Это было всегда забавно. In like fighting games. It's very good for sure, but I think one thing that I like about this character and obviously the game in general is that you get to choose what flavor of Reiko you want to play, because you can play Reiko Darius and get huge damage conversions. МФА больше нет, МФА, да. Вообще, когда я с Биологином общался по поводу МФА, вот этой всей движухи с Fighting Crew и так далее, блин, это так клево. Те времена, но сейчас уже другие времена. Сейчас такое создать уже, ну, довольно проблематично. То есть тогда-то проблематично было, но тогда энтузиазм реально тащил, способен был тащить. А сейчас как бы на этом далеко не уедешь. Right? Who let you stay away more, and then you have a command grab that's all right, like it's fine. Yep. You still get some damage and you get pressure and stuff. But that's not the focus. I've even seen compliments of like Serena. Ну что, сейчас пока что еще проверит кнопочки, там, не знаю, потом чек устроит. Но конкретно в моем случае, в моих случаях проведения оффлайн ивентов, такие люди просто не знали, как настроить там тот или иной, ну, как настроить джойстик, куда зайти, в какое меню. Они смотрели и не узнавали, какие кнопки за что отвечают, и они там чуть ли не инструкцию писали себе, какая кнопка за что отвечает. Но это вообще капец был полный. Они играют на PlayStation 5. Ну что, go, поехали! Милинка. Смотрите, этот неизвестный нам чел, Only Salmon, играет за Мелину. Ну и привычная такая для ревайнда Рейко против Дариус. Рейко хороший персонаж тоже в целом. У него очень хороший зонинг, который нельзя, ну, которому очень тяжело преодолеть, особенно там с армором и так далее, потому что он выпускает 3 звездочки, а усиленный еще и 5. Вот. Командный бросок, который комбится при помощи Дариуса, и весьма хорошие длинные ножки, длинные конечности его, как у Чан Ли в Street Fighter. И, соответственно, он может держать любую практически дистанцию. Оп! Ой-ой-ой-ой. Гора подстраховал сейчас Селмана. Ага.
Так, конферм, да, есть конферм через Дариуса. Дариус, пам-пам-пам-пам, 50%, 49%. Как вы думаете, этого достаточно с командного броска? Я знаю, вы жаловались на Коталкана, что он командным броском 20% может снять. Ну, если зарядит, конечно, этот командный бросок. Ну, а тут командный бросок способен снять 49%. Как вы думаете, это достаточно честно или все-таки маловато? Оп, есть вип-паниш от Ревайнда. Подъезжает слайдом, конечно, и бросок командный. О, боже ты мой, о, боже ты мой. Какой ужас, а. Та-та-та-та-тан. Так. Мити, второй удар на мид. Окей, пока спешл. О, хороший антиэр и хороший конферм. Ага. Бросочек забирает Селман. Пик. Аверхед. Господи, просто в наглую кидает уже Ревайн туда-сюда его. 1-0, что естественно. Ну что, лосось, будет ли что-нибудь от тебя? Тра-та-тан, звездочки, и хорошо, не увлекайся спамом, Ревайнд. Ага. Оп! Так, еще один командник. Есть конферм, пра-па-пам-пам, 400, D1, аверхед. Очень такой, достаточно быстрый такой аверхед. Хороший. Арморчиком подъезжает Ревайнд. Полностью контролирует ситуацию. И дропнул конферм сейчас Only Selman. Его ник как бы оправдывает его. Типа, ну а что вы хотите от него? Ну всего лишь лосось. Only Selman. Соник еще не играл. Есть вип-паниш от Ревайнда, но брейкер сразу же отдает лосось. Так. Пока спешл. Угу. Да, стабильно, стабильно. Так. Чуть-чуть подропал Ревайнд, но не столь страшно. И Дариус есть. Пам-пам-пам-пам. Хорошо. Просто еще один бросок. Но Дариуса уже нету, поэтому он не скомбился. О, господи, еще бросок. Забросал. Ревайнд просто, ну, как бы бросает своего оппонента налево и направо, а Дариус, если есть, поможет, если нет, отдохнет. Ну что, 2-0, что-то не видно, что Only Selman какая-то супер звезда, никому неизвестная. Что-то как-то не получается у него. Ёпермать, да еще Нитару взял. Ну чё? Соник Фокс говорил, что он не верит, что у Нитары нет ничего поломанного. Потому что... Ой, какие крылышки-то у нее. Потому что у Нитары 900 хп. И, соответственно, 900 хп. Ну, не может у персонажа быть 900 хп и не быть ничего сломанного. По-любасу у нее должно быть что-нибудь сломанное. Очень долго Соник Фокс искал у Нитары хоть что-нибудь сломанное, так и ничего и не нашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Бросок забирает. Да? Да. Матчпоинт. Меньше хп, быстрее убивать. Так, хорошо. Есть паниш, бросочек. Даже не стал Дариус использовать. Подъехал. Оп, подбежал, точнее. Ой, паниш, ну что это такое, да. Это unsafe называется. Тан-тан-тан-тан. Ага, Вейка подождал сейчас Ревайнд. Апперкот. И ракетку пускаем. Перетерпел Ревайнд. Еще бросок пропускает. Оп, все, смерть. Ну, мог бы хотя бы брейкер сделать Only Selman. Ведь метод-то полный был. Ну, понятно, 3-0 тут, конечно, ясно. Ревайнд не знает, как фаталити делать, поэтому ему надо обязательно в близ зайти, чтобы посмотреть. Ну что ж,
Ничего здесь Only Salmon поделать не мог, прямо скажем. Слишком изи для него. Rewind в итоге выходит против The Staggle in The Staggling Black. Господи, вот это никнейм. You're right. The one's coming up. You're right. F3 and F4. F3 is Sonic Fox's pool. F4, oh sorry, no. F3 is Ninja Killer's pool. I was tripping. F3 is Ninja Killer's pool. Yep. F4 is Sonic Fox's pool. Both will be happening at the same time. Ну что ж. Up next in the next block. Что у нас там дальше? Какой матч у нас дальше? Из тех, которые готовы, я что-то не вижу матчей, которые готовы. То есть там Суно Винтер какой-то, Кознер какой-то. А, Сунео не приехал. Печаль, беда, -1, хороший игрок. Да, ребята. То есть Микеланджело не приехал, Сунео не приехал. Печалька. Печалька. They are coming, but right now we still got the likes. And I want to make a note with him picking Nitara. The only Nitara main other than Yakustan that I'm aware that is here is Saki Sakura, also in that bracket. So a couple of Nitaras. Ну давайте Саки и Сакуру покажем. Покажите хоть. Или что? Или не будут. Потому что, ну, как бы я вижу, что в сетке стоят матчи уже за выход в топ-64, но там еще не готовы, то есть нет соперников. Что-то в группе с Ревайндом очень много DQ. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть человек не приехали. В группе с Ревайндом и Семичем. So don't go anywhere. More Mortal Kombat coming right up. Ну и чтобы не заполнять эту паузу, они решили просто как бы рекламку пихнуть. Чуть-чуть рекламку. Братья из Чили нет, их нету. Рекламка, видимо, без звука. Суно Винтер не сыграл ни одного боя, но уже у него матч за выход в топ-64 по венерам. Ну, Нитара тут понятно, что против Ревайнда здесь вообще не было шансов. Не столько у Нитары, сколько у этого чувака. На Лимей нет, никто не играл. Не то бабло, чтобы все ехали. Да как сказать. 13 тысяч долларов, на самом деле, это достаточно серьезная сумма. Плюс ко всему, это Mortal Kombat Pro Competition. В рамках Pro Competition идет. То есть это глобально за рейтинговые очки. Соответственно, в финалах разыгрывается 250 тысяч долларов. То есть это на самом деле серьезная сумма. Ну, относительно, конечно, серьезная. Не сравнить с $1 000 000 за Street Fighter 6, там, за первое место, но все равно серьезная. Так или иначе. Infinity, на ком играла Infinity? Она играла, по-моему, она еще не играла. Ну, как бы ее группы я что-то не помню. Infinity. Не, может быть, ее группа и была, но на стриме она точно не была. А, Саки Сакура, так ее тоже нет. Короче, она тоже не приехала. Семич против Рака. Семич против Рака будет играть. Ну, как-то так прозвучало, да? Infinity это, да, деваха. Она жена Forever King. Ну, и девушка Forever King, ну что такое. Так, ладно, что-то это самое немножко рубит, надо кофейку долбануть. Наслаждайтесь музыкой из МК. Пока что.
Welcome back, everybody, to MK1 here Ну что ж, at возвращаемся. ECT. We're Ну, about halfway возвращаемся, through the друзья. overall Так. pools and about halfway through this block of pools as well. Тут My name is поставили Ultra на David, with стрим me, матч this fella, Mr. Aqua. Y'all know Самиджа him. против You're Раки. gonna know who's coming up next as well. You will have known and seen this player before many times. It's gonna be Samij up on the sticks. Самидж против Рака. Of artificial intelligence. Интересные Before товарищи our здесь eyes, собрались. the machine, То лосось, то рак. Samij.exe. That's what we call them in the streets. Собрались как-то лосось, рак и ревайнд. In the Делить Mortal Kombat груз. streets, we call this man Samij.exe Один тащит в for a море, reason, That's другой what they're saying in our world. because he is programmed в to воздух, destroy третий в us песок. all. And guess Угадайте, what? кто из них Street кто. Fighter players got a little bit of a taste for it down there. That's true. In the game. He is so good at just video games in general. As this young man Samij, good to see him back in action here on the NetherRealm side of Ну things. что? Been a bit of a hiatus through Что MK1, умеет just kinda этот played here and Рака? there early on the pro competition. We Или saw, Рака? the likes of the katana, but really. Они чем-то похожи, только не говори, что цветом кожи, пожалуйста. Самидж белый, да. А, так этот Рака играет за Барака. Вот откуда Рака. Понятно. Кварака-барака. Понятно. Ну, Самидж, естественно, Милина. Популярный также камео шарики, что естественно. Ой, обратите внимание, что у Квараки сектор, а не Сайрекс, что интересно, да? Обычно все за сектора играют у этого, у Бараки. Хороший антиэр, брейкер отдает Кварака. Кварака. Так. Оп, D1. Бросок. Покает, покает. Ах, паниш. Хотел по-умному чоп-чопом подъехать к Милине, но не тут-то было. Просто ракета. Окей. Аверхед F3, не тут-то было. Так. Бросочек. Ну тут явно уровень, конечно, совершенно отличается слишком сильно. Бам! Брейкер очень поздно отдает все-таки Кварака. И Чоп-Чопом подъезжает, да, сейфовно. 1-0 в пользу Самиджа. Ну легко, легко, естественно. Как говорил один персонаж одного сериала, было даже как-то слишком просто. Угадайте, что за сериал? Ну что ж. Меняет на Хавика. Смотрите, елы-палы. Улица разбитых фонарей. Нет, сериал не русский, нет. Так. Оп, оп. Найс. D1. Аверхед. Еще. 3 аверхеда подряд от Самиджа, господи. Санта-Барбара, нет, нет. Так. Он относительно современный. Ну, относительно это имеется в виду там, создан в этом тысячелетии. Альф, великолепный век. Нет, вы вообще не туда пошли. Не пацаны, ты чё? Я же сказал, не русский. А, ну в смысле пацаны, ты имеешь в виду? Не он. Не бойся, в смысле, нет. И не остаться в живых. Оп, оп, оп. Так, так. Хорошо. И ракетой до конферма. Ну изи, Самидж здесь даже и нечего комментировать толком, потому что просто делает, что хочет. Во все тяжкие? Нет. Это сериал, который я смотрел. Вы знаете, что я не любитель сериалов, и во все тяжкие я не смотрел. Так.
Бросочек. Вот вам подсказка. У этого сериала было 2 сезона всего лишь. Аверхед. Лоу. Так. Trying to make his way into the next round. Only 1 round away. Rocket's got a lot of work to do. Oh, he moved out of the way of the missile. That was great. Great use of the brain right there to use something that moved him incredibly far forward. Так, хорошо. But there's some great usage of the character by Rocket. He has made the switch to Havoc, but has Аверхед вторым ударом пропускает сейчас Тварака. Просто Аверхедами жмет Семидж уже до талого. Потому что, ну, пропускает, просто пропускает дальше. Так. Ох, дожимает. Ну, 3-0, понятно. Здесь нечего говорить. Семидж выиграл. Нет, ни детектив, ни прослушка, ни ведьмак, ни Локи. Нет, это не детектив. Сериал Рим нет. Ну, фантастика, ну, я бы не назвал это фантастикой, прям нет. Скорее нет, чем да. Captain Cold, that's right, yeah. And made it work around even a full screen Twin Peaks нет, у Twin Peaks 3 сезона уже. He was able to try to find something, right? And this is a very Шерлок. good player in our Нет. really glad to see him back. Измененный углерод, это что, сериал какой, что ли? Отчаянные домохозяйки, разве там не больше сезонов? Я же сказал, 2 сезона состоит из 2 сезонов всего лишь. Вы куда-то не туда. Фраза звучит так. Было даже как-то слишком просто. Что, кто это? О, Суна Винтер против Эль Кукуя. О, Эль Кукуй подошел. Суна Винтер против Эль Кукуя. Могу сказать, что Суна Винтер еще не сыграл ни одного боя. Оба его оппонента DQ получили. Ну что ж, это матч за выход в топ-64. Пацаны, я же сказал, что нет. А смотрел сериал «Смертельная битва завоевания»? Конечно, смотрел. Я по «Смертельной битве», ну, как бы делал эту ретроспективу, и я в том числе и про завоевание говорил. Рот Мелины, как в Blade 2, так туда и отсылка идет. Игра престолов. В Игре престолов всего 2 сезона? Ну чё, короче, вы не знаете из какого. То есть вы просто, ну, как бы кидаете название сериалов. То есть вы не помните, откуда эта фраза. Ясно. Возможно, вы этот сериал и не смотрели, но я все-таки думаю, что смотрели. Хоть кто-то должен был этот сериал смотреть. Because Tri-State was talking a lot of beef coming into this about how no one could touch them. Texas and Florida can do whatever they want. Спасибо за стрим. Даня Т, спасибо большое за 100 рублей. Спасибо за донат, за поддержку. Пойдет на поездку в Питер. Спасибо. Жанр какой? Ну, жанр... Ну, прям... боевые искусства, жанр. Кавычки боевые искусства. Но боевые искусства. Пусть будет такой жанр. I'm just gonna be there. I'm not rooting for one side or the other. It's the same for me when it was Texas v Florida. I just want to show up and see. Everyone's gonna have a good time in the chat. Everyone's have a good time in the crowd. Воин, нет, не воин. Кобра Кай, а я не смотрел Кобра Кай, я не знаю. Я не видел этот сериал.
It was really good. It was just It was awesome. it was like it was just FGC happening. Yeah, totally classic. Кто в главной роли? Ну, как бы, если я скажу... It's the organic stuff. Ну, как таковой, там главной роли не было, на самом деле. То есть там не было там актера или актрисы, которые были бы во всех эпизодах. Not a lot of beef. Some beef. There's some beef, maybe. Такие еще черепашки ниндзя. Ты что, там 10 сезонов было? In the streets of One Punch Man? Не, это лайв-сериал. То есть это не рисованный, не мультик. И не аниме. I really like the lore in this game. Черное зеркало? Нет. Я же сказал, сериал состоит из 2 сезонов всего лишь. То есть какое черное зеркало? Титан? Нет. Like the lore of Ken. You know, he just like, yeah, he's just kind of a normal guy that's like kind of badass and shows up and, you know. They're starting to try to Twin work on Peaks that. уже писали, Twin Peaks 3 сезона, нет. Whereas in MK, man, it's established and now different than before too. So it's a Street Fighter. Half the people, you know, they're Street Fighters. They fight on the street. It's all about the streets. Yep, and it's on the streets. Just like Mortal Kombat, as you've been saying. But you know, the MK story is really different now. So you have to adapt a little bit. If you're a lore master, you got some new lore to learn. Hey man, we had a whole stage committed to being on the streets back in MK9 with the car. Wow, yeah, I guess you're right. That was banned in tournament because it actually affected the. That's crazy. Yeah. Right, so wait on these Вот players, вам подсказка. В этом сериале снимался актер, который снимался в сериале Ворон. Поехали. Эль Кукуй за рейком. Хорошо контролит пока что. Очень долго такая подготовка к бою была. Найс. Есть конферм. Во, Смоки ДФ шарит. Конечно, это Mortal Kombat наследие. Вы чё, блин? Это Люкан сказал. Когда избивал своих. Играл там Марк Дакаскас. Кунлава играл. Он же играл Эрика Древена в сериале Ворон. Ну вы даете. Так. Есть конферм от Эль Кукуя. Мелина что-то сегодня такой чрезвычайно популярный почему-то персонаж. Quick overhead, and I like that because you're right back into the mix of things. If you are Reiko there, you know some overheads feel like they take a little while. Ну, Брэндон Ли играл в фильме Ворон в первой части. А еще был сериал, который сняли по мотивам фильма Ворон. И в этом сериале сыграл Марк Дакаскас главную роль, Эрика Дрейвена. Ой-ой-ой, вот это сантьерил здорово. Эль Кукуй. Кукуй. Так. Странно, что вы на Эль Кукуя поставили меньше, чем на Суно Винтера, с учетом того, что именно Эль Кукуй здесь является фаворитом. Ага. Отзонивается пока Эль Кукуй, но осторожно. Много еще матчей будет, до хрена. Так. Арморчиком подъехал, та-та-та-тан. И один пиксель остается. Око спешл. Конечно. 1-0 в пользу Кукуя. Кукуй. Ну еще где-то примерно 40 матчей, наверное. Ну, примерно. Оп, есть антиэр. Эль Кукуя. Так. Бросок, конферм. Есть конферм через Дариуса. Найс. Оп. D1. Смотрите, Эль Кукуй все ждет вейкапа, но не дожидается каждый раз. Паниш. Если бы у них один сетап был на
Если бы все пулы играли на стриме, то матчей было бы не 40 на стриме, а где-то около 600. Есть разница. Ой-ой-ой, вот это Йола, это ядро подъехало от Суно Винтера. Так. Все, смерть. Бам. Понятно. Ну, в SF6 500 игроков. В SF6 в Mortal Kombat 300 игроков. I know the lore of Reiko. He likes two things: getting his props and following someone else. That's what I've learned. It seems like it, yeah. Seems like what he's all about. Так. He's a really good number two. Like a really good number two. Заставляет Эль Кукуй своего оппонента подходить. Ну. Именно преодолевать зонинг. О, как Микки пропускает Эль Кукуй. Ага. Найс. Это было неплохо. Армором убегает сейчас Эль Кукуй. Так. Да. Далеко ножки достают у Рейка. Так. Ой-ой-ой, командник. И конферм. Так, но Брейкер отдает, тем не менее, снова Винтер. Что, решил со своей жертвой поиграть немножко Эль Кукуй, мид заходит, и конферм. Супер кул. Матчпоинт для Кукуя. Так. I don't think he had 2 bars either. No, he didn't have 2 bars either, so it wouldn't have been extra damage on command grab anyway. But scary either way because you're like, is he gonna do it? Of course. Yeah, you can't. Есть антиэр, и есть конферм от Суну Винтера. Хардблокабл. Ау! Вы посмотрите, он делает хардблокабл именно и вторым ударом стринг-серии у Мелины, то есть который аверхед, и в это время шляпа летит лоу. То есть он так таймит. Слайд. А, хороший микродак. Ага. Так. Фейкап от Суну Винтера. Так. И раунд все-таки забирает Суну Винтер. Посмотрите-ка. Ну что, подрасслабился немножко Эль Кукуй. Так. Оу, тычет. Суну Винтер. Так. О, господи. Ой-ой-ой, достает, но не стал даже приближаться. Эль Кукуй закидывает звездочками, проджектайлами. Размен. Господи, Йола. Йола, этот ядро приехало. Бросок, и это смерть. Ну что ж, уверенные 3-0 в пользу Кукуя. Эль Кукуй. И забирает он бой. Эль Кукуй, ну что ты, фаталити не можешь сделать? Нет, не можешь сделать, понятно. Бу! Вон бас, фаталити не умеет вообще. Что это за чел? Выгоните его с турнира, дисквалификация, фаталити не умеет делать вообще. Рейка в топ-8, ну, может быть, до топ-8 он и дойдет. I don't know why. He just pulled up Wise Gemini Spotify. Shouts to Wise Gemini. He actually has a Spotify and creates music. That was a player you guys saw in the last set of pools. Ну и чё? Ревайнда будем смотреть, нет? Pool E3, we have 2 matches lined up to get into top 64 winners. One of them will be Rewind versus Costner. Ревайнд против Костнера. Кевина Костнера. He's here? Матч за выход в топ-64. Rewind Costner. Wow. So this is someone that I know because I think they've only Ревайнд competed только играл, но, во-первых, только что играл не Ревайнд.
Джонни Кейдж, спасибо за 500 рублей за выдержку. Спасибо большое за донат. Пойдет на поездку в Питер. Спасибо. Ревайнд не только что играл Эль Кукуй. Нет, Эль Кукуй находится в соседней группе. То есть Ревайнд, а в этой группе Ревайнд, Коснер, Симидж и Сериус. А в параллельной группе Эль Кукуй, Суно Винтер и еще куча людей, которые еще не отыграли. А что он опять играет? Ну, потому что его бой на стриме, вот и играет. Не все же всяких лососей рубить. Ну, во-первых, Ревайнд играет не второй матч подряд на стриме, потому что он сыграл первый матч на стриме против Онли Селмана, второй матч вне стрима против Странглин Блэка, и вот сейчас он третий матч играет на стриме, потому что это матч за выход в топ-64. Все матчи за выход в топ-64 по венерам играется на стриме. Вот и все. Сколько в группе человек? Ну, что-то около 20. Чиз, спасибо за 150 рублей на Нескафе Голд. Нескафе Голд нету, но зато есть кофе Максим. Дешманский кофе, но зато его можно купить много и по скидке. Что, собственно, я и сделал на самом деле. То есть я еще неделю где-то или 2 недели назад купил такую большую пачку со скидкой. Просто я не разбираюсь в хорошем кофе, поэтому купил просто самый дешевый. Спасибо за донат. Ну что, умеет этот Кевин Костнер? Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, а Костнер-то играет за Рептайла. Сайзот у нас тут в гостях. Затерянец Сайзот. Ну и очередной Райк. Рейку. Поехали. Естественно, Рейка с Дариусом, понятное дело. ДК это инициалы, ну, да. Джонни Кейдж, да. Джонни Кейдж. Спасибо за ДК. Ой-ой-ой. Слайдом подъезжает и, конечно же, за это попадает ему от ревайнда. Ой-ой-ой, хардлокабл пропускает ревайн все-таки. А, смотрите, Костнер-то не так уж и прост. Оп, шляпа. Приземлился. Так. На реверсале прожимает пробег. Боялся. И еще один пробег. Так. Оп! Прямо на шар насел. Кислотный. Вы посмотрите. Так, Аверхед пропускает. Конферм, есть конферм. Оп. Та-та-та-та-та. Т1 и Аверхед. Достаточно быстро Аверхед у Рейка. Незаметно, если честно. Оп. Господи, вы посмотрите, что вытворяет, а? Надеется Костнер на свой этот... на армор, но не работает так. Красава. Первый раз ничему не научил. Оп. Под прожектайлами проехался слайдом. Пропускает прожектайлы. Ой, хорош. Отличный вивпаниш с бэкдэша. И ревайт не жгет, смотрите, брейкер. Он предпочитает пропустить комбу, но сохранить метр. Нет инвиза? Нету. Бросочек рвет. Лоу.
Вы посмотрите, Костнер. Апперкот мимо. И за это наказывает его ревайнд. Оп. Хорошо. Брейкер отдает Костнер, тем не менее. Однако Fatal Blow есть у ревайна. Надо это понимать. Так. Воу, красавчик Костнер, красавчик. Он знал, что подъедет слайдом. Ревайнд. Отпрыгнул и джамп-киком зацепил. О, а Костнер-то не так уж и... Не так уж и прост, оказывается. Найс, вау, хорош. И Лоу пропускает ревайнд. Ну, вы посмотрите, что делает. Оп. Так, Дариус. Найс. Однако брейкер отдает Костнер. Лоу. Хорошо. Шляпа приземлился прямо на нее. До последнего ее держал Костнер. Два оверхеда. Паниш. Есть наказание. Так, так. Иногда очень рискует своим слайдом Костнер. Ага. Так. Ой, хорош. Ой, хорош. И супер. Да. Есть Fatal Blow. И забирает раунд Костнер. Вы посмотрите, закомбэчил при помощи ФБ. Найс. This is far, far from over. No, of course. Lots of work left to be done. Low hash shuts off the approach. Слайд сбивает. Хорошо. Достает Костнер. Вот что Кунлау-то животворящий делает. Точнее, его шляпа. Ха-ха. Есть ведь паниш. Вы посмотрите. Что-то все жрет ревайнд вообще от неожиданности. Так. Аверхед пропускает ревайнд на шляпу. Нет, не приземлился. Там как раз камеометр закончился просто, но он не мог больше держать шляпу на месте. Слайдом подъезжает ревайнд и начинает прям стараться, это видно. Оп. Апперкот на вейке. О, как выпрыгнул. 2-0. Ребята. Что-то, вот это уже очень серьезно для... Смотрите, смотрите, к ревайнду подошел. Ревайнд, между прочим, это чемпион Эволюшена. Между прочим, это один из фаворитов данного турнира. Вообще турнира. И он сейчас проигрывает 2-0 неизвестному никому Костнеру. Вот это да. Что-то намечается серьезная сенсация. You're right. If you've been in the situation before where you are a game away from taking a match versus one of the best players, okay, now he's... Костнер улыбается. You're walking this fine line because you need to be happy and reflect with yourself. Hey, I'm playing great. Yep. I'm playing great. You should be happy about that, right? And also at the same time, not get overconfident. Известный актер Кевин Костнер решил поиграть в Mortal Kombat 1 и сразу же ворвался и развалил одного из главных фаворитов. Это прям сценарий к фильму с участием Кевина Костнера. So we'll see. Was the conversation helpful for a rewind? Так, поехали. Ну что, 2-0 меж тем. Ох, Аверхед пропускает. И с армором поднимается. С арморным слайдом. Ревайнд. Аверхед. Нет, поблочил. Пек. Оп, виспаниш есть. И закидывает. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну ничего себе, Костнер рисковый какой, а. Так, вау, реакшн, пацаны, реакшн Костнер показывает. Так, Аверхед. Ой-ой-ой, а сейчас будет больно. Угу. Но брейкер отдает, тем не менее, Костнер. Больно не будет. Пик, пик, лоу. Фокус спешл пикает. Оп. Паниш. Пробег блок. Ага. Найс, найс.
Та-та-та. Ой-ой-ой, наказывает, сбивает. Хорош ревайнд, он был к этому готов и звездочками дожимает этот раунд. What I like about though is that it still almost gave Costner a robbery attempt. Так. Если бы Костнер играл за Рейна, можно было бы пошутить про водный мир и воду из переработанной мочи Кевина Костнера. Ой-ой-ой, как набейтил-то. Аверхед. Ой-ой-ой-ой, бросочек. А брейкера-то нету. Только сейчас накопился брейкер у Костнера, но 400 пропускает он. Аверхед. И бросок забирает ревайнд. 2-1. О. Вот это уже более привычная картина. Не, лузера не будут играть. Ага. Ну что? Костнер. Оп, трейд залетает. Ой-ой-ой, чем-то там лес поднимался непонятным Костнер. Так. Ой-ой-ой, найс. Еще один командник. Ага. Конферм через Дариуса. И 400 дамага. Так. Воу! Достает. И проджектайлами дожимает. Ревайн взялся за дело серьезно. Такой, черт возьми, 2-0 проигрываем. Надо тащить. Надо уничтожать. И никаких послаблений. Хватит развлекаться. Так, арморчик. Ага. Бросок, конферм. Есть конферм через Дариуса. Но, тем не менее, брейкер отдает. Оп. Так. Оп, пока спешл от ревайнда. Ой-ой-ой, хардблоковал пропускает ревайнд. Брейкер будет... О, какой дроп тупой от Костнера! Да, Костнер. Вот этот дроп непростителен был совершенно. Просто подъехать слайдом, серьезно. Ну тут уже начиповать. Почти убивает? Да ну камон. Ё-моё! Пока вызывал Кунлау с его шляпой, прилетели ему куча этих прилетело звездочек. И фаталблоу, чтобы не расслаблялся. Так, 2-2. Весьма быстро отыграл Теревайн. Так. Угу, пока спешл еще. Еще проджектайлы от ревайнда. Ага, хорошо урывается Костнер. Так. Т1, оверхед. Оп-оп, мити. Ох, что-то перебивает такое ревайнд. Арморчик. Так. Бросок. Ага. С Дариусом. И, возможно, даже хватит, чтобы убить. Ну-ка. Нет, не хватило чуть-чуть. О, аверхед на Оки Зема. И это матчпоинт для ревайнда. Восстановил ревайнд статус-кво. Ага. Так. В углу его жмет. Апперкот, но арморным слайдом подъезжал ревайн. Так, ответный арморный слайд. Ага. Паниш. Хорош. Так, оверхед. Бросок. Ой-ой-ой. И это смерть будет? Да, да. Ну что ж, 3-2. Дожал ревайнд своего оппонента. Костнер был хорош, но ревайнд взялся за дело прям серьезно. Прям тотально, я бы даже сказал. И, соответственно,
дожал своего оппонента 3-2. I really like, again, the adaptation, as we mentioned, from Rewind, that he was playing closer, he wasn't throwing stars from the same range that allowed Slide to get underneath it. He was more, he was chasing, his mix-ups just worked out great, and although Costner, you know, Costner was clearly willing to do armor through stuff, willing to take risks, Rewind's mix-ups are just always great, right? Something we've talked about him in the past as well. When he's MIT и DJT, ты когда последний раз видел, чтобы они где-то участвовали? So once he thought that that was the way he needed to go, as we take a look back on the redo, he was great. And after that, very tough for Costner. Но, тем не менее, это такой звоночек для Ревайнда, что просто какой-то Костнер его сейчас чуть не развалил. Both games lost because of it. For instance, and then we saw Неплохо in это game 3 было. the adaptation of dash block in the down 4 range, down 4 hit advantage mix, which is just great, simple pressure. Ну что, мы сейчас будем смотреть, какой бой Симиджа, нет? You know, I mean, he has other stuff if you want to use it, but if you don't need to, and you can use him again in this simple kind of way and be very effective. Foxy talks about, you know, simplified game plans being really effective. Ну что ж, And whether it be, you know, one of the multiple methods Симидж. out there, but that's what I felt like helped the Rewind there. Is he actually took a step back and did less. играет он против and it worked out for him. Сириуса. Or, you know, instead of looking for so many things, he just wanted to focus on close the А gap. если быть mix, точнее, чувака зовут close the gap mix. It is that serious. Pool E4. It is that serious. Winner makes it into top 64 winners, and out of the pool, it is that serious. On the right side of your screen, Siege on the left side of your screen. Почему он играет не на арене? Yeah, I'm Не looking forward to помню, seeing it is that чтобы serious. Not a player Кевин who I'm Костнер familiar with. играл в фильме Excited to learn «Ящеры more против about русов». your description. I'm guessing Даня, this is his спасибо first большое за offline донат. ever, because, again, I've just met this player Играл, online. ты просто его не видел, I've tried to он study a lot of brackets загримированный. that have existed, so this is really cool. We got Играл, some просто freshmen. видишь это, когда грим And as подразумевает we said, winners finals to make it out. тяжелый грим с To join Rewind in the top 64. лицом Whoever ящерицы, played то Rewind in ни top черта не видно. 64. Просто Oh, yeah. Костя It's like хороший it, guys. актер. It's like it here this Между early. прочим, мне вообще не Top 64 нравится is just- фильм «Водный мир». Некоторым он заходит, типа, но мне кажется, как-то, ну, типа, я когда посмотрел, я был разочарован этим фильмом, вообще трындец, особенно концовкой. Но в целом Кевин Костнер норм актер на самом-то And деле. it's like only Прикольно. MKX like Coliseum, right? Almost all Coliseum. It looks like there's one other thing that was Неплохой not актер, Coliseum, but неплохой. all- MKX, only MKX, right? and only MKX. Yeah. It's crazy. Наверное, для того времени фильм-то хороший, может быть, «Водный мир», но суть в том, что, как бы, меня несколько I've разочаровал always said, you know, if you финал. really Ну, like не the несколько, game, вообще there's no need to разочаровал. stop playing it. Где I они know там you к and этому... lots of Ну other ладно, players я have не kept буду up with рассказывать, playing хотя, MKX, but конечно, there's вы no все need to смотрели play the этот newer фильм. game if you don't care about it. That said, «Почтальон», вот I am «Почтальон», really happy to see фильм somebody who хороший по своей концепции, Yeah. он достаточно интересный, но, блин, капец затянутый. То есть он идет 3 часа, и эти 3 часа не слишком-то оправданы. Ой, или Мэй первый раз на стриме, е. Ooh, I think our first lead May on stream for the entire Ну, я знаю, что «Водный мир» был провалом. Как и «Почтальон», он тоже был провалом. Ну что, Ли. Так, чё у него Скорпион еще, да, у Сириуса? Даня, спасибо большое. Еще один нежданчик. Но Симидж, конечно, тут является фаворитом все-таки. Ой-ой-ой, арморчиком поднимается. Сириус, why so serious? Помните эту тему? Чего ты такой серьезный? Давай-ка мы нарисуем тебе улыбку. Оп, хорошо. Брейкер отдает Сириус. Непонятная напрыжка от Сириуса сейчас была. И Симидж, понятное дело, и наказывает, но какой-то провал у него был сейчас. Ага, пиксель остается. Так. Д1 и А1. Окей. Так. Ох, оверхед вторым ударом пропускает Сириус. Но армором поднимается. Один Рейден сегодня был. Ничего не показал. Так. Ап. Т1 и бросочек. Па-па-па-пам. Окей, ракету запускаем. И конферм через ракету от Симиджа. Ой, хорош, это было здорово. Так, оверхед на Оки.
Найс. Привет. Наото, привет тебе. Спасибо за 300 рублей. Спасибо большое за донат, за поддержку. Пойдет на поездку в Ленинград, в Санкт-Петербург. Спасибо большое. Спасибо, ребят, за поддержку. Так. О, господи. Проджектайлы. Угу. Очень жалко, что, ну, у Лимей, типа, вот идея эта с фонариками, она есть, а, ну, как бы, блин, игра такова, что эта идея бесполезна, по сути, для реализации. Так, бросочек. Ага. D4 сбивает Сириус. И вы посмотрите, он рискует, это же ансейфовый мув. Дроп-кик. Окей. Пам, найс. Та-та-та-та-тан, тарантан. Так, ракета запускай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, и убивает? Да, хорош. Семич. Так. Лоу, оверхед. Ага. С армором поднимается Семич, с телепортом точнее. И жмет в углу. Ракету запускаем, жмем в углу. Па-па-па-пам. Конферм через Скорпиона. Ага. Хорошо. Так. С армором поднимается Сириус. Так. Ой-ой-ой, и вот уже не первый раз Сириус жрет второй удар. Оверхенда с этой стринг-серии. А где паниш, Сириус? Своим фаталблоу Семидж промахнулся, но панишить не обязательно, я так понимаю, да, Сириус? Why so serious? Чего ты такой серьезный? Так, оверхед. Ой-ой-ой. По поводу шрамов этого Джокера в Темном рыцаре, у него есть две версии, которые он рассказывает в зависимости от того, кому. То есть он разные версии выдвигает. Аверхед. Так. Ой-ой-ой, как на прыжку пропускает Семич, но все равно машет своим стендом. Так. Ага. Да. Попробовал, но тем не менее все равно ракета с сектора засейвила. Ага. Ага. Хорошо. Окей, отлично. Дамаг 400 и на мите оверхед. Он удобный, потому что двухударный, перебивает армор. Так. Угу. Ой-ой-ой. Окей, пропускает, дропает. Семидж, кстати, многовато дропает все-таки. Он выигрывает, конечно, но он многовато дропает. Так. Вот это конферм через одну кнопку. Брейкер отдает все-таки Сириус. Ага. Уже Семидж такое чувство, что развлекается. Вейкап джебы. Ну и, собственно, 3-0. Семидж таким образом выходит в топ-64 по винерам. Ну а Сириус спускается в лузера. You tricky W, Semij. So Semij moves forward as you said. And in the other pool we saw before, Okukui made it through. And looks like the next one we have coming up will be Cease versus Лимей персонаж, ну просто как будто не подходящий к этой мете немножко. Ну, чуть-чуть такое ощущение создается. Oh, sick! Let's go. Cease is a Gearus monster, I think. He posted nothing but Gearus tech. So I hope so. Looking forward to that. Yeah, this match here, just so much control from Semij, as we talked about in previous match that we saw him too. It is really tough to stay away from him. He's so ready, his conversions are great, he snowballs well. Сиз против Пьюра. So now, the last winner's side match that we have in this set of тоже матч за выход в топ-64 по винерам.
Этот самый Сис убрал на своем пути Срояка. Да, именно так. Его никнейм такой. Пьюр убрал на своем пути Кайроса и Суперселла. Кстати, Суперселла мы видели. Сис Пьюр. Just taking a look at loser side too. Things are going on there. Let's see. Well, it looks like we have a little bit more work to do, or at least. Это последний матч группы Е. Trying to get out in loser side. Other than that, Costner will be one of them. Quake will be one of them. We'll see which ones they have to play against. And then looks like Suno Winter is playing versus Kairos T5 right now to make it into loser's side. And then more work to be done on the other side. Supercell versus McSpoons. We're not sure who they're going to be playing against. Loser of this match right here is who they will play against. Good to see Quake active too, because I think he was super active in. And this is the first time I get to say this. Everyone I was talking about earlier was like an MKXer. He was an Injustice 2 head. Посмотрим, на что эти люди способны. Really? Кто это? Герас и Шансунг? Вы чё, обалдели, что ли? Like the only one. Well, maybe one of two. But let's go. Good to see these names out here. Ooh. Making us run on the loser side. Geras is right. And we get 2 gems. Shang, a character that everybody thinks is strong, and that still you don't quite see very often yet. Так. And I get it. He is complicated. Both of these characters are very complicated. Geras too, because every clip I see, a health bar disappears. Yeah, I think this is the character I'm playing. I think he's really good. Я уже забыл, что я вообще последний раз смотрел никогда. Поехали. Ну что, это интересно весьма. Оба берут кунлау. Аверхед заходит. Шан, в принципе, тоже редкий очень гость. Найс, антиэр, хороший от Сиза. Пик. Ага. И он меняет стоечку на старого Шансунга. Старый конь. Борозды не портит. Ой-ой-ой, задропал чуть-чуть Сиз. Так, но отъедает обратно свое хп. Так, и чуть-чуть хп остается. У Пьюра. Так. Отблоковал, поблочил Сиз. Просто посмотрите на этот стагер, и все-таки вызвал свой камео, успел вызвать свой камео Сиз. Выпрыгнул с командника, но наказать не удалось сейчас Пьюру. Так. Зентай, ну в МК-11 он за Шанга играл, да. Бросочек. Ой-ой-ой. Паниш, нету паниша от Пьюра. Бросок. Смотрите, Герас похудел, и поэтому между этими спарками сумел простоять. Лоу. Оверхед заходит. Так, хорошо, есть конферм. И поехали. Веселая камбулинка. Нет, не будет веселой камбулинки от Пьюра. Так, Лоу заходит. Ага. И это 1-0 в пользу Сиза. They don't get juggled by the hat, and you recover as Geras fast enough to get an actual regular combo afterwards. So very effective low string that you can do with this team. And what I like about Geras is that he's one that I feel like is going to work with a lot of cameos because his контрпик на Ашу. Ну все, наигрались с Шансунгом, теперь Аш. Теперь переходим к нормальным персонажам. Ну поехали, посмотрим. Так, хорошо останавливает. Сейчас Сиз. Так. Закидывает прожектайлами. Оп, телепортится.
Все-таки We saw how little Сис. that recovery of Asha's projectile in her light stance has, and it is a menace. Ooh, man, that is a range to Так, pulse through. достает Not a его lot Пьюр of characters can все-таки. get big damage out of, but man, Asha definitely can. And what's great about this team is how far she can Нет, рвет convert бросок. off of Serena's Оп, skills, because мид some people заходит Serena get the от Serena, Пьюра. they're like, yeah, I can get it. What do you do? I dash up, but yeah, not a lot of characters can get Так. stuff from there, but she can, yeah. Ой, Вивпаниш. Командник вивнул. Из-за этого Вивпаниш получил сейчас. Сис. Popping off. Yasha. He's looking like a much different matchup this time around. Try to Kung Lao out. I think he was trying to teleport out of the corner there. Totally caged gears right here. I love this. Reaction here. Так, брейкер отдает. Over by the staircase. In the timeout chair. What's this? No, it's 267. No special to end it. It hasn't really been about big damage so far, but it's just been total control. Чуть-чуть хп остается у Сиза. Okay, into the corner. Командник. Так. Оп. The man comes out. It's still his turn. Good patience by Pure. Be careful with that, even though it was a mid. Back in the Get K11. Ой-ой-ой. Отпокивается пока что Пьюр. Но чуть-чуть хп остается у Сиза. Hanging on to his dear life. Oh, he's got gravity speed Заряжает ready. себе часы. Так, So now так. Pure has to be a little bit. Oh, there was he tried it out. Блин. And it's not. Последнее дыхание у Сиза. Yep, just like that. Ой, но тут такие 3 проджектайла уже не перепрыгнешь. And there are Слишком тяжело. combos and routes. И 1-1 отыгрывается Пьюр. Gears does, you know, and to his credit, he doesn't have a lot of mix. But when he just hits you outright and can go into like an EX, I don't even know what it's called in this game, but it's like his temporal advantage where he freezes you, right? Freeze, he gets huge damage, or he can get full loads of that where he can get a double or hourglass string that loads hourglass. And there's different ways to play this character and use those stuff as a Ну что, так, That's part of why I think he's Чё у нас? maybe more like a month 2 to 6 character. заряжает свои часы. Yeah, he's gonna take some Сис. first hits. Yeah. But Часы he- очень and- важны, and look, конечно as же, is, для like, people are Гераса. gonna work with him, but I think he's gonna get Позволяет so и much stronger. That said, I really like ХП this pick восстановить, from Pure. I think и he did a время great job отмотать, at и identifying заморозить Pur's его. weaknesses, which is that these mid-range buttons for him, it's tough for him to contend with. His zoning is not as it Так. was Yeah. in the last game. His tornado doesn't do a lot of damage. It takes a long time to start up, and so he really needs to be like in a closer spot or have certain cameos, I guess. Ой-ой-ой, to be как ошибается playing, Сис. different places. Так, Right now, Pure is и just denying all of that. чуть-чуть хп остается у Сиза. Отличный антиэр от Пьюра. And we talk about that being up there. Да, вы посмотрите, Best стоило in the game, for sure. персонажа сменить. It's very fast. Тут же игра пошла. Sides, yeah. And NRS has a history of that they know what they're doing with these weapon characters. Totally. Swords help. All right, what do we got? What do we got? Now's the time. Мгм. Anything cool? Так, Just- вот она all right, остановка. Look, it's good damage, right? What do you- Yeah, It exactly. hurts. It hurts. 420 You can do a into setup, corner. or you can do a Так, Айверхед. Yeah. Оп, оп. You pick your poison at that time. Is that gonna save him? No. It's a big challenge. Escape from Pure. And that, what happened right there could have led to a lot, because I know that you can like do that string in the Lao hat and get like an actual conversion off it and stuff, which is cool. Ну что ж. Оп, оп. Закидывает проджектайлами. Айверхед встречает I haven't seen Сис. him in situations like that where he's full screen, where there's any time to breathe. Ага. Just put on the hourglass. Yeah, I think he did do that before. I'm not sure if he said Oh, did he? breathe. Hello? There isn't actually a visual way to know Ой, if как you have неудачно breathe. затеять That's попытался awesome. Yeah, Пьюр. that will. That Из-за string, этого, which is конечно was же. a 1-1-2-1+3, or 1-2-2-1+3, Yeah. loads an hourglass Round. as well as a special move that does. Really cool. And so he might be now, but I He don't might know. be. I don't know. I think he is. And it's something you need to pay attention to when you're fighting gears, or you could get snapped. Totally. Oh, that's nasty. Oh, okay, he's out of there, but you're gonna get punished. Yeah, you gotta know Так. again. You gotta know. Конферм. which, Есть конферм от combos Пюрса. to go for От characters. Пьюра. Oh boy. Хороший антиэр. Ага, ага. Just to the corner forward two. Oh, sick. The timing is difficult, and he nailed it. He got and it again. Oh, Ой-ой-ой. that's so That's tight it. timing. Так. Oh, dropped the ender, but it was Body good because special. there was a slight Зацепил, awkward но timing that put him a ничего не little bit продолжил. higher in the normal route, but that was sick from Cease. We're seeing some of those shenanigans because if you cancel certain things at certain times, it stops an actual thing from activating. There's multiple characters with things like that and allows them to extend a combo like that, going back in There you time, go. back to full screen. You see, he got the health Закидывает, back that he закидывает lost there. проджектайлами. He's Размен. back to where С he шляпой got it. Кунлао. This man is a time titan. I hope so. He's so cool.
Oh, tried to sweep, which is a really big blow from a distance. That's gonna be it. Wow. See, again, I really like the idea from Pure to go to Astra Serena here. I think that's. Ну что ж, смотрите-ка, все равно добивает. One of the changes that we saw more was, as you mentioned, calling Lao Hat, letting it спin in front of you. Как он 3 раза установил время, ну вот так уметь надо. Заряжать вовремя надо. Чтобы потом вовремя останавливать. Отзониваться решил, как ни странно. Пьюр, ой, как хорошо достает этим выпадом. Так. Ой, хорош. Конферм со шляпы. Так. Командников заканчивает. Оп-оп. И Крис заряжает. Ага. Так. Попытался, но убежал. Убежал. Так. Ну, как-то на ровном месте пропустил, да, и не убил. Сис, но все равно дожимает. РТР. Однако рвет брос. Брейкает тут же Пьюр. Так. Наверх поблочил. И жмет потихоньку. Пьюр пытается вскрыть своего оппонента. They're struggling with the range of Astra, trying to stop the Pro 2 with down 3, but at that range, you know, that's a mid projectile, that is plus on block, it's her turn that you're respecting right there. If you're wrong and you try to disrespect it, she can clip you. Избегает угла и, о, хорошо, в дырку эту залезает. Сейчас Пьюр. Such good control by Pure right now. In knowing the specials and ranges of the character, this is so sick to see. It's like exactly the range that I think he's kind of picked this matchup for. Так, пиксель остается. Да, и тут на мите. Надо было уже хоть что-то пихать. Медовое. Like abuse at that range that they can't press a button or should be in fearful of everything that you're doing. That's such a sick looking string. Complete the string. You can do take command grabs out of that too. That's not what Cam Pure is. Бросочек. И угол пытается держать, по крайней мере, Пьюр. Ой, как не вовремя заряжает себе сейчас Сис. Аж брейкер вынужден тратить. Так. И чуть-чуть остается у Пьюра. Оверхед. Вы посмотрите, какое терпение проявляет Сис. Так. Ну что, делать техники добить и хардблокабл лоу оверхед от. От Гераса. Ну, конечно, не такой эффектный Герас, как у Гыра, но тем не менее дожимает. Happening every single week because he plays in every single one of them. Very strong player, and again, I like his counter pick. I thought made a lot of sense. And just like I don't know if that ceases on the left, but it feels like it is because just like his shirt, it feels like he's just running away with it. You know, just like he was on the shirt, just like Bert. Just like Bert. Фух, ну что ж, получается у нас Сис, так, выходит в топ 64. Так, а Пьюр? А что Пьюр? Пьюр спускается в лузера. She puts you in like your own, because she's not in there with you. You're in your own prison that she has jailed you. That she's outside with a spear poking in with, you know? That's what it feels. For sure.
Really cool character, really strong character. Какой еще мастер Кап? Ты чё, Исмаил? 4-5 ноября там Тайгер Апперкот проходит, последний мастер-ивент в Таиланде, который... Так, ну что ж. Ну что ж. Totally. All right, well, moving forward. Now, if you want to check out exactly where we're at, you can go again to start.gg, just type in East Coast, на этом этот пул Е завершен. И следующий пул F как раз таки это пул, где играют Ниндзя Ацтека, Туизи, Sonic Fox, I think the guy who just won, right? Against Cease, yeah, against Cease, yeah. Yes. And then on Dialog. the side, Alcatraz is in there. Black Fury versus Kairos T5 is the one who made it through. Mike Metroid made it through as well in loser's side. Но они, в смысле, друг с другом не столкнутся, просто они играют в одной части. Ну, я имею в виду Sonic Fox и Ниндзя. Tonight, guys. The rest of the schedule for this event, you're going to be seeing pools for the next few hours up until 8 p.m. is when it's scheduled. Then we're going to be doing top 64 all the way to top 24, which is going to be like the real madness of the event. That's going to be just craziness. Так. Это у нас пулы F. Сейчас будут еще пулы G, есть пулы H есть. Mortal Kombat merch. Finally. You love to see it. Let's go! Absolutely. Check it out at wbshop.com. Who would not want to have some of that stuff? Man, I'm going to be picking up some of that myself. Так. Love to see merch available for some of the games that we love. Again, wbshop.com is where you can check it out. MK1 Ну что ж, ожидаем начала этой группы. Check that out, guys, and as well to Mountain Dew. Now through December 29th, you can purchase a specially marked Mountain Dew product and receive a code with a free month of Xbox Game Pass Ultimate. That's right, a free Получается, month что of из предыдущих групп, которые мы уже посмотрели, вышли VS Gemini, Blackberry, Kitana Prime, Show Off, Aztec, Cosmic, Plural Might, Rewind, Semich, Kuzner, El Kukui, as we kick off Mortal Kombat 1 right here at East Coast Throwdown. Sis. It's amazing how well you can be looking straight at the camera and reading it off as if you're reading it in real time somehow. It's amazing. It's amazing. Ну you know, they gave us a lot of stuff to say, and you just nailed it all. Сейчас мы видим, по крайней мере, этого Ниндзя Килла мы здесь видели на турнире. Он где-то там мелькал вчера, ходил. Соника Фокса я не помню, если честно, чтобы он там был. Может, его здесь нет. That's right. I was reading this the whole time while looking down, and David's just like, you son of a... What a cheat code! I love it. It's genius. It's genius. All right, guys, that's gonna be it for us, David. David, you take us out. All right, thanks a lot for hanging out for this set of pools, everybody. Again, we have quite a lot more pools ready to go, and in fact, the next one is the one that everybody in the chat is asking about right now and has been for the last 6 hours. Так, ну что ж. Sonic Fox and Ninja Killer are going to be coming up to play. Don't go anywhere. Ну, говорят, что здесь, они вроде здесь. Ну что, ребят, 5 минут перерыв. Free to craft a new era of peace. As long as I've known you, you've dreamed of leaving things young. Is it so wrong to want some excitement? The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the Outworld. It has begun. Woefully unprepared, Earthrealmer. This will be your last battlefield.
Johnnies, one timeline. Man, this has mega hit written all over it. Inferior clans who will fall to the Lin Kuei. There will be spoils in this war. Let us win it first, brother. I will aid you. If you fight tomorrow, the symptoms of your disease could manifest. Kitana will take your place. There are already whispers she should replace me as your heir. Your race can shapeshift. I am your deliverer, Shang Tsung. Join me, and I will put the realms at your feet. I found my destiny. The threat you pose ends today.
Ladies and gentlemen, fans and combatants, welcome back. We're continuing these pools here at ECT, Так, ну что ж. the first stop of the Mortal Kombat 1 Pro Competition Tour. Ну что ж, мы возвращаемся к Pro Competition. Группа F. Группы F у нас играют. И здесь самые такие сливки общества, что называется, собрались. Can't wait to be on the mic here with Arma. Appreciate everybody at Warner Brothers, Mountain Dew for sponsoring us, and I mean, we have a lineup for you guys today. Incredible lineup. So this pool is going to be the two pools that we're covering in this block. There's no way around it. These are two massive hitters. Sonic Fox and Ninja Killer. Not in the same pool, Sonic separate Fox. pools, but these are the two ones that we're covering, and the high seeds in those pools are Sonic Fox and Ninja Killer. Yeah. It's one of those, you know, one of those players that, or you know, this they both. Ну, сейчас мы узнаем, какой матч мы увидим первым. Done anything specifically in Mortal Kombat 1, but they're just so talented and so good that they each have. Knights против Magician. How do you see someone like that? I mean, yeah, it's impossible to see someone like that. Easy, I too mean, easy. We've seen them at offlines. We've seen what they can do. Everybody pretty much who has been part of the Mortal Kombat community, if you're new, Sonic Fox and Ninja Killer, both coming up and being top placers in almost every single tournament that they enter. I don't know that I've seen a tournament that they didn't do well in. But I mean, like, on top of that, look at this first match that we have, Arma. Yeah, so this first match is going to be the Magician going up against. Если ничего как бы не случится, то должен преодолевать легко пул. Too easy. На рейне. Нет. На рейне, на бараке. Итак, поехали. Сайрекс. And you know, just kind of in and out of the scene, but again, fundamentally, execution's there, the call out to the adaptation is there, and погнали. Оп, бросочек. Барака — это простой, сильный, эффективный персонаж. О, хорошо. Тык-тык-тык-тык-тык. Just doing a great job of just keeping that pressure going. Так, побейтил сейчас Туизи. И ой-ой-ой, Б3-1 заходит. Больно сейчас будет. Что-то четверками машет только так. Что касается Рейн, это более такой персонаж, ориентированный, в принципе, и на мидскрин, неплохие сетапы, но чтобы их делать, нужно время, а для этого нужно удержать оппонента при помощи камео. Ой, как вырывается сейчас Туизи при помощи чоп-чопа. Ага. Так, 2-1. Ой-ой-ой. Спарки тут же. И сетап проджектайл. Какой-то непонятный. Сейчас Сайрекс вылетел от Туизи. Ага. Wait for that Cyrex to build up. So this is really Magician's time to try to get something going here. Тык-тык-тык-тык. Аверкэт съедает Туизи. Но брейкер не отдает. Ах, почти зацепил. Можно было R2R зацепить двойкой. Бросок вперед. Да, и за 2 метра. Комбит дальше Туизи. Правда, в конце дропается немножко у него. Ой-ой-ой-ой. И оверхедом дожимает Magician. Портал паниш. Ой-ой-ой. Да, плохо дело. Он избежал портала, но все равно как бы флип очень сильно ансейф. Ой, больно сейчас будет. Но брейкер тут же отдает Magician. No hits done for you at all, get to go in, get tons of damage. Exactly, and I mean Cyrax is mainly used for keeping unsafe strings safe, being able to push back the other player. Хорошо. Б3 заходит. Напоминаю, это mid-low.
Найс дэмэдж. 47%. Для бараки это норма. И паниш через 2-1. Все, это смерть. Найс. Брейкера больше не было уже у Маджишина. Ну, пока уверенно. Too easy. What I see from Too Easy in that one situation in the corner when Magician had the portal set up on the ground, Too Easy jumped, recognized he was going to land on the portal, so he knew, don't press a button in the air, let me just block when I land, and I think that's matchup specific knowledge. После того, как они сыграли один бой, они решили, что нужен все-таки баттон-чек. Could be something that's a little off. Yeah, maybe they're getting some misinputs there or something. Definitely want to make sure that you got your buttons checked before. Yeah. So could be the input. There you go. So it's really cool with the input window timing. And Too Easy выиграл бой, но он говорит, что-то это не так тайминг. Надо баттон-чек. And on short, medium, long, and on top of having the input shortcuts on or off. So that'll, you want to find the sweet spot. Having the input shortcut on or off, I think kind of gives it like a little bit of a medium ground between short, medium, Отключать, and long включать. input. Everyone's different. Also, make sure, I mean, I would highly suggest, suggest Куча настроек сделали, но теперь вот каждый раз с этим бороться. There are some people who prefer it. Some dinosaurs out there who love release check, and again, release check is where you can let go of your button and it'll act as you can let go of your button and use that to input a special move. Some people like doing it. Some people, are used to it from playing other fighting games. And, you press the button to do the normal and you let go of the button after you input the special command. And actually, it's totally normal for dinosaurs. It is. Причем вроде как проблема именно у Too Easy, несмотря на то, что он выиграл. I was always told, hey, whatever you do, turn release check off. It's very annoying if you're not aware of it. And with release check on, you have to if you don't want that special move to come out, you kind of hold on to the button until it's safe to let go of the button. So it's very weird to tell someone not only do you press the button, but you also hold on to it and don't let go of it yet, which is definitely more difficult to do on a pad versus like a fight stick. So all the dinosaurs that I'm referring to in my head are usually arcade. No, not myself. I play release check off. Поехали. But usually arcade. Ну, я так понимаю, они же не будут обновлять результат предыдущего боя. Погнали. Так. О, сразу пошла игра у Маджишина. Ага. Сразу посмотрите, он оверхедами машет туда-сюда. Так. Оп, щит поставил. Ой-ой-ой, Б3 заходит. Разводящий как-то странно конфермит Too Easy. Ну, точнее, дропает. Хотя за бараку странно. Ну, можно дропнуть, конечно, последний удар. Там рискованный флип. Но если так, то не должно дропаться. Ага. Ой-ой, второй оверхед заходит от Маджишина. Ага, сейф. И Б3 снова заходит. Ой-ой-ой, все, это смерть. Да, 2-1 ФБ. И этого должно хватить, чтобы убить. Каждый раз в этот Б3, ну, мид оверхед, ой, мид оверхед, мид лоу. И каждый раз этот лоу от Too Easy заходит. По анимации просто разводящий. Так, спакин. Оп, портал ставит, использует. Ну, смотрите-ка, Маджишин все равно повеселее начал двигаться. Ой-ой-ой. Так. Хорошо, пока что ведет раунд. Очень большой лайфлид у Маджишина. Но это же барака. Он может этот лайфлид просто сократить до нельзя. И опять, кстати, Б3 заходит вторым ударом лоу.
Ну ладно. Все-таки дожимает Туизи. Ой, Туизи. Magician этот раунд. Ага. Б1 заходит лоу. И конферм. Найс, 50% слоу. Окей. And you're still in the corner. Figure out what to do on wake up. You're gonna get 50-50 and you're still in the corner. And Magician working his way out. He's like, I don't want to be here. We're gonna switch sides now. I'm gonna get. Так, еще один портал ставит. Оп, оп, оверхед, оверхед. Что-то Туизи немножко подрастерялся. Ой-ой-ой. Чуть взрывает портал. Найс, врывается в эту дырку при помощи Magician при помощи армора. И еще раз. Смотрите-ка. Показывает, что бараку-то он знает. Да ну, поймал? Да, поймал на фотоблоу Magician. И это 1-1. With such a great tactic there, just kind of waiting for that opportunity, waiting for the whiff punish. And again, yes, armor doesn't start up right away. Хорошо, 1-1. Что, для Туизи не так уж все изи. Вырывается чоп-чопом. Оп. И Б3. Напоминаю, что это двухударный мув, поэтому он отлично перебивает на мите всякие арморы. Так, Сайрекс, засейвить. Just like that, it takes 2 hits to break armor, and it's so quick. You learned the hard way, huh? Yeah, I did learn the hard way. I tried to wake up reversal, and you know, I ate 50%. Так. Hey, we're seeing it too here with Magician. Но барака. 2 кнопки нажал, и уже ХП нету у тебя. Хорошо. Сей. Так, так. Напоминаю, что Б3-1 под последним третьим ударом можно присесть без блока и наказать бараку, но это теоретически, там лезть, там наказывать очень прям рискованно все равно, потому что по-разному барака может скомбить низ вперед 2 экзовые и при этом засейвить при помощи Сайрекса. Ага. Так, так. Nice damage. Окей. Ах, не долетел сейчас. Не флипом, просто врывается Туизи. Жесть. Ау. Оверхед заходит. Это шанс для Magician. Фотоблоу он палит. Doing as much damage as he possibly can, and then possibly looking for like a stray hit here or there, whether it's with a projectile, maybe a Cyrex helicopter, or maybe even a throw. Too Easy is in throw territory, only 8% left on his bar. Now Magician's in the life deficit. Yeah, great use there of the bubble too to make sure that he doesn't get hit. Does he get hit by this? Да, сантирил при помощи фотоблоу своего Too Easy. И это 2-1. Вообще по хитбоксу ФБ у бараки оно довольно далеко достает. И можно, в принципе, им при помощи почти на фуллскрине на проджектайл ответить. Magician, not really a player that I think explores many different characters. I feel like for them, he's kind of like me, where you want to focus on 1 or 2, and you know, just try to cover your matchups as best as you can. So I don't see him going anywhere else. Maybe a different cameo that is new to this game, but looks like we're sticking it out with Cyrex. Так, остается Туизи на бараке. He has no reason really to change. It's not like he's getting absolutely run over. There was one round that he kind of got mauled. But other than that, Magician is keeping up with Too Easy. He's making Too Easy think hard, which is really, really hard. Долгая заставочка. Смотрим. It's definitely hard to feel like you're being outplayed. Что-то там подвисло, да, похоже. But look, man, it's Техник, товарищ техник подошел, говорит, что у вас там, зависла игра? Бесконечная заставка, да, такое, кстати, бывает иногда. Загрузка, ну, типа, есть, но она очень долго длится почему-то. And I think it's just going to take a little bit of practice and fine-tuning. You know, there's so much to still develop here. There's so much meta to, you know, unravel, if you will,
in a game that, to me, right now feels so deep. And it's hard to say that because, like, of how fast the community goes to that И next снова они level в in this управление game these полезли. days. Again, I'm the dinosaur, so I remember, you know, when MK9 came on the scene. Уже второй раз в управление лезут. Что-то не так, что ли? Кнопочки не те. Но это они на самом деле на этот, просто для проверки. На всякий случай, что называется. Так, с D4 начинает Magician. О, есть випание от Magician. Хорошо. Нокдаун. Так. Oh, goes ahead and gets the portal on the anti-air as well. Gonna get that launcher and push Baraka back full screen just where he wants him. Ой-ой-ой. Чуть-чуть отошел. И B1 в контрхит от Twizy. Есть конферм. Сайрекс. Господи. 480 дэмэджа. Overhead gets caught by the Cyrax. Yeah, terrible trade. Is he gonna spend fatal? Yep, he's gonna go for И it. фэтлблоу, да. Да, всаживает Twizy. Бам. And even though there was no access to breaker by Magician, he wanted to make sure that he gets the kill at the end of the day. О, но не убил. На пикселе повисает, однако тут флип. И тут вертолетик. Все начиповал. Все начиповать может. Ну что ж, для Twizy матчпоинт. Unfortunately, that's not what happened instead. Fortunately, I think both of them thought it was going to kill. I mean, commentator's curse, I apologize, too easy. It's all your fault. It really is. Clearly, it's your fault here. Obviously. Oh, going to get the launcher of Cyrax. 2 portals set up here. Все. 2 портала поставил. В шаре укрывается от проджектайла. Magician. Ой-ой-ой, B3 вниз вперед 2. Пропускает все-таки Magician. Он надеется, что B3-1 будет делать Twizy, но Twizy не так просто. Yeah, I don't think either of them were ready for kind of the punish there, but Magician has access to breaker here if he wants it. He might need it. We'll see if Baraka gets one more opening, but oh no, he chooses to go ahead and spend some bar. Doesn't want to hold on to that breaker in case. Так. Осторожно, Twizy пытается добраться, и вот он, чоп-чоп. Вырывается. Ой-ой-ой, нейтрал джамп. Да. На вейкапе делает гейзеры сейчас Magician. Twizy это прочитал. Нейтрал джамп. И паниш. Что ж, 3-1. Twizy, конечно, добивает этот бой, но в какой-то момент показалось, что может и камбэкнуть его оппонент. Magician definitely adapting, but then Too Easy was able to figure out, okay, this is the oppressive pressure that I need to be doing with Baraka Cyrax. And we're going to see this here on the replay. Magician with a great ending there to that first round, but I mean, Too Easy knew when to spend his fatal blow and was able to take 2 rounds because of it, and that could have been the difference in the set right there. It could have been, yeah, definitely. Again, big shout outs to Mountain Dew for the instant replay being powered up, and this is where the set starts to trail off for Magician. I mean, they were close games, especially look at this round. Look at absolutely nothing. And I don't know if that instant jump kick. Я так понимаю, что сейчас мы будем смотреть бой. Ниндзя-киллы. Так. Против Кюрседа. Да, именно так. Первый бой ниндзя-киллы на этом турнире. Чемпион Эволюшена 2023. Последний чемпион Эволюшена по Mortal Kombat 11. Yeah, and he's going to be going up against Cursed with a K, of course, keeping it nice and MK traditional. У ниндзя-киллы этот текст, смотрите, Rushdown Studio. I've never heard of Curse before. I don't know who he is, but he could come up here and he could be a demon and really give Ninja Killa Rushdown Studio. We don't know. That's what I absolutely love about the new game, about new players coming out here. There's been a couple players that I saw playing so well and just showing tech that I had never seen before.
And it's just people that we don't know yet, that are just getting into our game. They might be coming from other fighting games. This might be their first fighting game. And if it is, it's a great one. Незнание традиционно он играет без звука игры. То есть он специально наушники себе в уши пихает с музыкой, которую он там ставит на телефоне или где-то еще. Вот, соответственно, он не слышит звука игры. Ну так, некоторые файтеры и некоторые игроки так делают. I mean, NinjaKilla, one of the few people to be able to beat the Chilean twins. That's true. Evo champion. He's our current Evo champion. That's right. Yep, exactly. And the twins were considered unbeatable for a while, winning every single major. I'm talking about Scorpion, Prox, and Nicolas, for those of you who were not around for MK1. Да, ставки непредсказуемые. Да, вроде бы все понимают, что NinjaKilla должен на изи здесь как бы выигрывать, но кое-кто и верит в курсе, да. Курсе, да. With everyone, majors, and yeah, they could play the entire cast. And so NinjaKilla ended up being one of the first people to knock both of them out of bracket and was able to take Evo. Yeah, taking Evo is not an easy feat. Definitely not. I don't care what year it is, like winning Evo is never easy. That's nothing that you can ever take away from someone. And just like you were saying earlier too, as well as like with the new like tech and being able to figure out. За кого он начнет, по крайней мере, we have people sharing on Twitter. We have people sharing on YouTube. There's like combo videos. There's different tech coming out every single day. And it looks like we're going to be getting into it. I see a Shang on the screen, which I'm excited about, and a Raka. Not what I was expecting. Not what I was expecting either, but I think if you're Ninja, you're not really gonna... You're not really gonna show your entire hand. Ниндзя не блещет, знаете, каким-то разнообразием, просто барака. Просто барака. Как-то так, даже немножко разочаровывающе. Так, Б3 заходит от NinjaKilla, Брейкер отдает кюрсет. Ага, так. Все, на старую стойку переключается кюрсет. Так, убивай. Да, 2-1 зацепил в воздухе и при помощи 2-1 дожал уже NinjaKilla. Так, сейф. Очередной барака, очередной Сайрекс. Очередной NinjaKilla. Так, так. Странный какой-то конферм от NinjaKilla. Армором выбирается кюрсет. Меняет сторону. Оп. Та-та-та-та-та-там. Аверхед F3 пропускает кюрсет. Ага. Господи, 2-1-2. Ну тут, конечно, дело чипа. 1-0. Ну, пока что легко NinjaKilla. Легко. Убирает своего оппонента. Ничего не может сделать пока что кюрсет. 2-1-2, 2-1-2 машет и Б3 заходит лоу. Метод даже не тратит NinjaKilla. Так, терпит кюрсет. Хороший вифпаниш, бэкдэш вифпаниш от NinjaKilla. Ага, ага, ага. Найс конферм. Оп, оп, оп. Отлично. Так. Ну, тут уже тяжело кюрсету будет камбэкнуться, что естественно. Так. Шипы, шипы. Вытаскивает кюрсет, но вот тебе шип. Соник нет, еще не играл. Так. Армором поднимается кюрсет. D4. Просто ансейфовые клешни пихает сейчас кюрсет в блок. Так, так.
So you kind of want to save that resource for ending a combo as soon as possible or in the very beginning Бросочек. stages of said combo. Сайрекс. Yeah, that's Конечно. one of the things about resource management in this game is Nice. going to be, do you want to be able to keep your bar to be able to break, or do you want to keep your bar to be able to dish out that damage? Засейвился на этот раз. Кюрсит. The throw here not going to be Бросок enough. Сайрекс, и это Oh, смерть. but with the Cyrax afterwards launching, Ну, легко. Легко ниндзя-килла. 2-0. Yeah, a lot of ambushes really Никаких проблем, по крайней мере, у ниндзя не возникает. Like a lot of the damage Вообще. is done very quick, and the opponent is still standing during the end of that animation. So if you've got an ambush you use and you're using Baraka, give it a try. There's so many things that people like discover. Ой, 2-1 заходит от ниндзя-киллы. Конфёр. Найс. 522 дэмэджа. По максимуму снимает ниндзя-килла. Так. Паниш. Не подрасчитал дистанцию. Подъехал прямо на блюдечке. Ниндзя-килла. Так. Being super disrespectful, the downpour into the spinning of blades. Super unsafe move, but is it ever really unsafe? И чуть-чуть ХП остается у Кюрсида. Depends who you're fighting. Oh, definitely a misinput there by Ninja. Так, и Б1 заходит. Матчпоинт для ниндзя-килла. He put that leg out and Ninja Killer just shishka bobbed it into a big combo. That's not a fun range to be in. He's looking for another one too. Give it to me. Give it to me. You called it. He fished it out just like that. He's listening. Пулы барак, да, да, почему бы и нет. Вчера были пулы этих рейденов, сегодня пулы барак. D1. Так. Так. Да, и при помощи B3 перебивает армор сейчас ниндзя-килла. Двухударник, напоминаю, и есть антиэф. Но изи 2-0. Что сказать, ниндзя-килла легко забирает этот бой. Сегодня пулы до конца, да. И ниндзя-килла выходит на Диза некоего. Tell me, yes, please. And they played first to 10, I'd say it was about 3 or 4 days ago. And Ninja Killa was playing Shaolin Monks. He was playing Liu Kang. Okay. Yeah, Lu Lao right there. And I mean, if we look back Где at Лю? this, though, I mean, Саш, Baraka зачем Лю, если есть Ninja Барака? Killa clearly has a Посуди really сам. good, like, he has it down. He knows what he's doing. That whip punish that you were talking about right there, knowing the exact range, the exact spacing, it was super clean. He had all the combos down, great conversions, great anti-airs. And so just a player that caliber is going to have so many options, so many counter picks, so many ways to go. But like you said, I mean, Sonic is probably sitting out there in the Сейчас crowd мы будем watching, смотреть taking матч. notes. Oh, okay. Look, I'm telling you, they're friends, obviously. Obviously, yeah. But at the Big end of the Bird day, when you're both on против that stage, when Дейта. you're both playing for points, when you're playing for, massive amounts of money, you gotta hold some secrets. Если что, это не тот Big Bird, который из Объединенных Арабских Эмиратов Street Fighter. Это другой Big Bird. Big Bird MD. So, I mean, at least Sonic, we know they're нет, это не он. We'll see if Ёлы-палы, они отметили не тот. We have two very strong MK11 Не тот бой. players coming in. We have Patient Impulse, who was a Raiden player, and then we Это have Patient. Dialogue coming in. And I'm excited to see this. I don't know И who either of them are playing in this Dialogue. game yet. I love seeing how people who I know from the old game, who they ended up choosing. Do they stick with the character? Are they like character loyalists, or do they stick with the play style? Так. Yeah, I feel like a lot of people love play Patient style. и In my Dialogue. experience, Кстати, play это styles матч mean a уже lot за выход more. в топ Yeah, some 64 people like to embody the по character's венерам. personality. Like, oh man, I really love Shao Kahn, like Soul Warrior, for Yeah, example. of Not to course. throw Soul Warrior out there, but He's a Scorpion person. Просто сетка не заполняется у них там. Ну But ладно. Shao Kahn plays very different in this game versus how
Shao Kahn played in MK11. Соник участвует, да. I mean, what's really interesting Ну, по крайней мере, записался. like picking up Raiden that are not people who are zoners, because Raiden in this game is not a zoner. No, like he has been in many other games. And I think that, I mean, the top players, when you look at the top players, I feel like we're going to be leaning more towards play style, not character loyalty. Maybe character loyalty as their side character. Maybe they want to use it as their cameo. But, I mean, they're here to compete. This is the pro competition. There are very few opportunities for them to earn points here. And they want to make sure that they are able to place as high as possible here. It is a competition at the end of the day, you versus the person sitting next to you. Yeah, I mean, просто эта сетка, эта часть сетки, вот где эти игроки участвуют, она вообще не заполняется почему-то. Оу, генерал Шао и Кана. Первый раз мы видим Кана на турнире. NRS Esports on Twitter. Окей, допустим. Shots fired, shots fired. Так, погнали. Оп, оп, телепортнулся сразу же. Patient. Embodying the personality. I mean, hold on. Do you really Рейден и Шао. Зацепил. На прыжечкой Patient, но ничего не сделал дальше. Оверхедом. Ой-ой-ой. Выпускает. Аверхед заходит от Дайлока. Ага. Найс. Вивпаниш. Однако Patient импульс. Брейкер использовал, однако залетает при помощи суперменинга блок, за что и получает от Дайлока. Лоу. Все летит там, какие-то сетапы, все летит. В прошлый раз это в какой раз? Так, Аверхед заходит. Смотрите, как Дайлок миксит. Так, хорошо. Смотрите, Брейкер не использует Дайлок сейчас пока что. Поберег метр. Найс. Есть вивпаниш, но сам не поверил в него. И Пиксель остается импульсом. О, но это, кстати, камео Кана сыграл сейчас. Напоминаю, что играя против генерала Шао, нельзя брать камео Шуджинка. Иначе как бы исчезает топор. Он крадет топор с концами. Такой баг. Так, бросочек. Тут же на оке. Пихает. Так, Брейкер использует Дайлок. Баг. Конечно, баг. Ой-ой-ой, достает Дайлок, но тем не менее Брейкер отдает. Patient импульс. Найс, хорошее решение. This domination, and if you look at the characters being chosen right here, which one is the matchup that everybody is familiar with? Which is the matchup that nobody is familiar with? Ой-ой-ой-ой, пропускает Patient. I mean, the mystery of what to do. Nice. You know, when is it your turn? When is he unsafe? Лоу. Такой микс, но не видит его все равно Patient. Ну, НРС исправит рано или поздно этот баг. Просто на этот турнир они не успеют. Заряжает проджектайл и импульс. Да, есть конферм, но тем не менее Брейкер отдает импульс. Чипует. Ой, неаккуратно машет сейчас импульс.
and the rising axe finishing it off. Neutral jump kick, but does whiff, but that's okay. Dialogue in a very comfortable. Ну что ж, довольно уверенно Dialogue. 2-0 пока ведет. Top of having access to tons of resources, and you know, again, another key factor to Kano as a cameo. You don't have to pose to summon him like you do with Kung Lao Hat. Right. You can just throw him out there while you're recovering from a move. After you get a knockdown, you want to go for additional mix. Whether you want to go with the knives or the Kano ball, the choice is yours. And they both do incredible things. Combo potential or just keeping yourself super plus on block. Ой-ой-ой. Перевестника вызывает вив-паниш. Ну, такой себе вив-паниш через одну поку от Patient импульсом. Упускает свои шансы, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто на прыжку с топором пропускает Patient импульс. Хорошо использует топор Dialogue. Xiao guide, and that was one of the things he highlighted. Okay. Xiao's jump 2 is busted. That's literally what he said. Okay. Because so you can see how early he can do it, and it's still combos. Так. Gotcha, yeah, because I feel like Хорошо, есть конферм. Оп. Not normal to see somebody jump and no anti-air. Yeah, try to up-block that as an anti-air, speaking of. Ну что, мало хп остается у обоих. Оверхед поблочил. Patient импульс. Чипуй. Лоу-лоу. И все-таки раунд отнимает Patient импульс. Хоть и тяжело. Ой-ой-ой. Бросочек. В угол. Так, Кана, да. При помощи Канабола сейвит все подряд. Patient impulse finding a way out and opening to buy a little bit of real estate, but Kano knives are hunting him down and making sure he's gonna hurt for his troubles. I mean, look at this damage coming out. Has to use Арморным суперменингом вырезает Patient импульс. Ой-ой-ой, но встречает этот телепорт Dialogue. Так, и да, дожимает. Там уже тяжко было Patient импульсу хоть что-то противопоставить. И таким образом матчпоинт для Dialogue. The overhead, that's how you block it, and then the knives are highs, but if you just got done blocking something overhead, you are forced to keep blocking those highs. So that's just like free pressure, free damage, free chip for Dialogue. I love the synergy here with Shao Kahn and Kano. Маловато пока спешл делает импульс на самом деле. Really knows his way around Raiden, not just when he has the hammer, but also when he unlocks his other moves when he does not have the axe. Так. Лоу тыкает. Оп. Oh, they're the knives, but Raiden was able to low profile them, getting the overhead here and getting a big damage potential here in the corner against Dialogue. No в углу оказывается Dialogue, чуть-чуть подзапорол, но микродак и раунд все-таки, бой точнее все-таки Patient импульс забирает. Кар за Кенш. This is what I want to see. See a little bit of chattering to himself, unless he's talking to someone on some AirPods in his ears that I can't see. He's definitely saying stuff. Yeah, I think they might be talking to each other. I don't know, man. I think he maybe said, like, I got you downloaded. Don't worry, I figured it out. But here comes Shao Kahn, here comes those Kano knives. Хорошо, угол. И с армором поднимается, на вторым ударом выбил. Успел выбить суперменинг Dialogue. Because it moves his body from like being held up vertically to horizontally, a lot of strings will miss it. And I think Dialogue just figured out a string that will be. Нету антиэра, ой-ой-ой, пока махал там своим лоу-лоу. Прыжечка прошла у Dialogue, и мало хп остается. И да, Fatal Blow сжигает Patient, чтобы раунд забрать. But what's the setup going to be after this is the question. Raiden with access to so much chip. I don't know. It might kill. It might kill. Oh, it did kill. Oh. 46% of your health. That's definitely a higher hitting one. Again, it 46%. Ну что, Patient начинает привыкать. Кстати говоря, ой-ой-ой, пока бил Кана, пропустил вих-паниш. It all changes. Commentator's curse that one. I apologize. Will it kill? Will it kill? Ah, Sajam, I'm sorry, I got it wrong. It's okay, we all get it wrong. We learned that watching Sajam.
Ну, смотрите-ка. Да, Sonic Fox двух оппонентов пока что преодолел. Найс конферм. Оп. Так, так. И один пиксель остается. И забирает Dialog этот раунд. Dialog. Yeah, and I love that Patient Impulse is resorting a lot more to the down 4, mainly for that range to really contest with Shao Kahn's stand too. На прыжечку заблочил, а дальше уже ничего не блочит Patient Impulse. Паниш. Паниш броском, ладно, за 2 метра. Так. Нет, свой голос стебать. Но могу. Так. Пока спешл. Зачепуй. Ага. Вспомнил про волшебные техи Patient Impulse. Ну, как-то поздновато. Ой-ой-ой, отличный паниш. Ага, ага. Так. Бам. Ну тут начиповать. Чисто начиповать. Ну что ж, 3-1 пользуют Dialog'ом. И Dialog таким образом выходит в топ 64 по винерам. I think they really wanted the murder eyes. Oh no. The Manson lamps. I saw it. That's what I saw here. I don't know what you guys saw. А, вон Sonic Fox сидит тоже. Ну, кстати, Sonic Fox, он... А, у него еще нет пока соперника. Он тоже в шаге от топ-64. А, или есть противник, сейчас посмотрим. Неужели Зорг? Нет? Да, Sonic Fox и... Я только не знаю, это Зорг или кто это. There's also exclamation mark bracket in the chat if you'd like Сейчас to узнаем. see, and Stream Elements, I believe, is also putting it in there. But here's our replay of the last one, brought to us by Mountain Dew. And we're gonna go ahead and see how this went. I mean, Dialog. Мне кажется, Patient Impulse как-то поздновато вспомнил, что надо больше грязи пихать. Это же Рейден, ёлы-палы. То есть больше пока спешала фигачить. Там чиповать до ужаса. It's just so different from what you're used to seeing, and you know, it's giving me a little flashbacks to the beta because I feel like everybody was using Kano because it was such a great introduction to how ambush cameos work. You know, being able to extend combos, adjust pressure, do unsafe things, but keeping them safe, like you going for like a sub-zero slide. Здесь просто не видно, нет обозначения, кто выиграл Зорг или Скизер, а именно победитель этого боя выходит против Соника Фокса. И раз Соник Фокс садится, то значит против него уже есть противник, а кто это, непонятно, Зорг или Скизер. Check out Kano as a cameo. So Dialog made it into top 64. Ну что, кто? Who is? Кто это такой? On the winner side. Top 64 is going to be played later tonight after we finish. Не знаю, сетку они не заполняют. This match coming up right now, I believe, is Skeezer versus Sonic Fox. А, Скизер, во, сказал наконец-таки комментатор. Скизер против Соника Фокса. Это матч за выход. Топ 64 по венерам. Ну что? Рейн. Соник Фокс играет за, что важно, розового Рейна, конечно же. Ну и против него
Скизер, который играет за Рейдена. Ну, поехали. Оп. Ага, в блок влетает супермейнингом, и тут же Соник Фокс наваливает ему паниш. Так, портал ставит. Так. Пока не приближается к нему Скизер. Как бы говорит, зачем. Оп. Есть конферм через Сайрекса. Ага, и оверхед на Окиземе. Очень быстро, ну как очень, не очень, но быстро разбирается Соник Фокс. Ой-ой-ой, набейтил, и оверхед еще один пихнул Соник Фокс. Да, армором поднимается. И нейтрал джамп, все заходит. Что-то Скизер ничего не блочит. Так. So right now Sonic Fox is running away with this, and you know it's cool to see that this is the character that Sonic has been playing and talking about for so long. And seeing it in action. Ну это уже какой-то странный шаг отчаяния, то есть не хватает, по-моему, Скизеру какого-то терпения, что ли, или что-то типа того. Делать дважды на ровном месте супермейнинг, это, конечно, странное решение. Так, хороший конферм от Соника Фокса. Джампинг киком заходит и в контрхит. Залетает в своей серии Скизер. Ага. Так, Сайрекс. Единственное, что супермейнинг мимо пролетел. Оп. Портал. Погнали. Ох, нет. Так. На пикселе остается, ну и тут уже гарантированно дожать надо было какой-нибудь любым пока спешалом. Так, так. Так, оверхед, и тут же армор пихает Соник Фокс. Так, брейкер отдает Скизер. Так. Отступает Соник Фокс. Приглашает оппонента к себе на бой. Нет, посмотрите, снова армором поднимается Соник. Ой-ой-ой, лоу-лоу мимо пролетает у Скизера, и Соник Фокс панишит при помощи D2 и бруталити. Brings me back all the way to the MK9 days, seeing players like CD Jr. doing great and very early majors with Rain. Love to see it. Yeah, I love all the callbacks that they've made in this game for sure. I mean, even ждал этого телепорта, Соник. Так. Ой-ой-ой. Подъехал. Лоу-лоу. Пока спешл от Соника Фокса. Есть конферм. Оп. Так. Что в эти прыжки дают? Телепорт. Он может их использовать, чтобы соединить, и это соединение имеет хитбокс, либо может использовать как телепорт из кружков этих вылезти. Так, отменил, смотрите-ка. Соник Фокс. Матчпоинт между тем настал для Соника. Так. Перетерпел. Терпит Соник. Ой-ой-ой, теперь попытался сейчас Скизер, но не вовремя это было сделано. Так. Дэмэдж. Личный дамаг 460 дэмэджа, и Соник Фокс довольно легко 3-0 забирает этот бой и выходит в топ-64 по винерам.
I don't think we were expecting anything less, but, you know, not to downplay Skeezer. Skeezer's a very good player, a very smart, meticulous lab monster. Right. So definitely go check out Skeezer's content. A lot of great stuff out there. And it's really awesome to put a face to the name. Но, прямо скажем, каких-то проблем Sonic Fox не испытывал совершенно со своим оппонентом. It's great to see these players that, I mean, have been around in the scene for so long, sticking it out too, seeing what MK1's about, and like give it a shot. Yeah, it's so great. I mean, I love seeing all the old players, all the new players coming together, finding out the tech together, and we're gonna see this replay. Что у нас? Ниндзя Килла играет сейчас, да? Showing us all the Rain tech and showing us why Rain is top tier. Не, почему, Саша? Он же на Рейне поигрывал в последнее время достаточно много, да и в Твиттере тоже об этом выкладывал ролики. Так что Рейн как раз таки не является прям таким уж неожиданностью. Yeah, I like that no too. secrets here. Yeah, no, I mean, there still could be hidden tech that they didn't necessarily need to use in that match, but I mean, it was really competent of them to just go out there, play the Rain. They've been playing the Rain on stream, and everybody is kind of seeing Кенши, не, Кенши, Нитара была, Барака был, ну то есть несколько персонажей. Но именно вот из последних именно это вот как раз таки этот Рейн. Очень часто ушел его там. Так, сейчас посмотрю, а куда вообще выходит Sonic Fox. Ну, в смысле, на какого соперника. О, кстати, в топ-64 Rewind вышел на Симиджа. Вот это вот интересно. Вот это будет весьма равная битва. Так. Вайс Джемини вышел на Китану Прайма. А, Рейден, да, еще Рейден, да. Титаниум Тайгерс вышел на Вейна. Fighting game players who just understand it, have the reactions, and are already on a different level. I love it. I love seeing it. Always just such a treat to see Sonic or even anyone from, you know, ну, Sonic Fox вышел на Дайлока. Anyone. I love seeing them dominate in other games. Сплэш вышел, кстати, на Unbearable Skill, и победитель этого боя, это уже в топ-64 будет, он уже потенциально выходит на Соника Фокса. Биг Дэдди вышел против Кинг Гэмблера. Так. Что, они на рекламу уходят, да? Ну, пул Соника Фокса F4 отстрелялся, в принципе. Ниндзя играл, да. Ниндзя играл. Так. Фух. Ну, давайте так, ребят, слушайте. Я думаю, я досматривать пулы не буду. Так. Я думаю, я досматривать пулы не буду, а включусь уже на топ-64. Топ-64 стартует через 5 часов. Через 5 часов ровно. Вот, поэтому я включусь уже, когда будут непосредственно топ-64. Что, на Ниндзя Киллу посмотрели, на Соника Фокса посмотрели. Ну, там изи, конечно, для того и другого, понятное дело. Вот, но, тем не менее, в принципе, больше, я так думаю, сюрпризов не будет. Вот, так что я сейчас отключаюсь, ребята, и через 5 часов я включусь на топ-64. Вот, так что давайте, я пока что временно с вами
прощаюсь. Если что, ну, переходите на оригинальную трансляцию, там, соответственно, можете посмотреть, ну, оставшиеся матчи пулов. Вот. Но я включусь через 5 часов, когда они включат уже непосредственно топ-64. А пока что надо поспать пару-тройку часов. Все, давайте, ребят. А то что-то рубит жестко.